Вы себе нравитесь? Я довольна собой в целом, да. Пытались ли вас когда-нибудь купить? Это было необходимо для спасения России, для этого было все затеяно. А ради детей мы собой не жертвуем, они нас не поблагодарят. Я год провела в посттравматическом синдроме. Теперь я понимаю, что он существует. Трудно простить человеку то, что ты пережил из-за него. Это то, что тебе рассказывает мама, как было у нее, бабушка рассказывает, как было у нее. Ты сначала думаешь, как это будет у тебя, потом у тебя наступает период, когда думаешь, что у тебя этого никогда не будет, потому что ты не такая. Вам стихи Суркова не понравились? Дурных стихов простить нельзя. Хорошо, я буду выглядеть моложе, и что мне за это будет? Доктора присвоит мне вне очереди, или как-то, не знаю, дети мои будут более мною довольны, или индекс цитируемости у меня подрастет. Действующий порядок вещей незыблем, сопротивляться ему бессмысленно. Есть ли вселенная на свете, где не существует Шульман? А вы думаете, легко ли делать Россию счастливой? Скажи, Гордеевой, скажи. А как вы вообще относитесь к своей внешности? А как к ней можно относиться? В смысле, что, в чем выражаются отношения? Вообще обычно девушки боятся постареть, например. Серьезно? Мне всегда, кстати, тоже интересовал этот вопрос. Вот почему? Добрые комментаторы периодически пишут, там, типа, вот вы бы волосы покрасили, выглядели бы моложе. Они вам так пишут? Нет, хорошие комментаторы редко пишут, но иногда бывает такие люди, тоже хотят хорошего, наверное. Вот такое. И я всегда думаю, вот не у кого мне спросить, а вот хорошо, я буду выглядеть моложе, и что мне за это будет? Ну вот и чего? Доктора присвоит мне вне очереди, или как-то, не знаю, дети мои будут более мною довольны, или индекс цитируемости у меня подрастет. То есть нет, я понимаю, что люди, которые, что называется, располагаются на брачном рынке, они как-то могут волноваться на этот счет, что вдруг там по ним будет видно, что они уже как-то давно тут уже. Я подозреваю, что эти самые омолаживающиеся люди, они на самом деле хотят не любви чьей-то снискать, не кому-то понравиться, а, так сказать, отдалить вот это вот предчувствие конца. То есть если ты стареешь, значит, ты помрешь скоро. Так ведь? Так, что ли, это устроено? Ну, да? и это тоже, неожиданно да. Я сделала открытие. Это можно понять, да. А как это, размышления о увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни их не успокаивают? Да, но хотелось бы жить в продуктивном возрасте 25-35. Чтобы руки, ноги работали, да, голова работала, чтобы ты не так быстро уставала. Мне это тоже нравится. Да, мне всегда вот кажется, когда какую-нибудь сказку читаешь, там, знаете, феи собираются возле колыбели и дарят волшебному младенцу там чего-нибудь, там, то все, красоту и какие-нибудь еще способность петь как соловей. Вот кто бы дал бы силушек бы побольше? Вот это вот. А вы чувствуете возраст уже? Пожелать. Ну, что значит уже? Когда мне было 25, я чувствовала себя гораздо хуже в этом отношении. Я с возрастом, я немножко... я такой очень медленно, видимо, взрослеющий человек, поэтому я как-то пришла в равновесие с собой, так сказать, телесной уже, наверное, ближе к 30. До этого я была гораздо более чахлая, чем сейчас. Сейчас вам ваш возраст нравится? Да, сейчас хороший. Будет, я думаю, еще лучше, когда дети станут постарше. Вот тогда, наверное, будут у меня руки развязаны в большей степени. Опять же, не знаю, хорошо ли это. Но в целом... А вам зачем нужно руки развязать? Столько же надо всего сделать полезно. Значит, у нас есть важный вопрос, он эмоциональный, нам придется его решить. Окей, кто сидит на каком стуле? Да нет, скорее даже не это. Какой это будет цвет? А какой бывает? А какой хотите? Я не знаю, какие они бывают. И что они делают с людьми. Хорошо, зеленый не надо, синий, наверное, тоже нехорошо. Мертвенно-белый. Будем как в морге все. А можно то, чтобы это был как как на улице, дневной такой. Живенько так, как в другом фильме сказано. Голубой, розовый, жемчужный. А давайте розовым нас слегка подсветит. Вдруг мы от этого будем более живые такие, чтобы у нас был такой вид, как будто мы выспались хорошо. Давайте. Все, розовый. Интересно же. Господи, решили, розовый. Кать, вы закончили школу с серебряной медалью. Даже это вам известно, да. По какому предмету вы не получили 5? У меня была 4 в 10 классе по геометрии. В 11 уже были все 5, а вот 1 4 была в 10, поэтому медаль золотая мне не светила. Это было довольно глупо, потому что, на самом деле, геометрия у меня была несколько получше, чем с алгеброй, насколько я сейчас помню. Но почему-то вышла 4. Что такое профессорская интеллигентная среда в Туле вашего детства?
Это люди, которые работают в одном из двух вузов, педи или политехе, что-нибудь там преподают, либо работают в школе, либо сначала в школе, потом уже в вузе, либо, как мама моя, в Институте повышения квалификации учителей, то есть уже учат педагогов быть педагогами. Они в гости ходят друг к другу, у них есть... соответственно, дети, которые тоже таким образом делаются знакомы. Летом они ездят, наши все ездили на Кут. Алексин такое курортное совершенно побережье, важные для моего формирования места. Ведомственные пансионаты, шахтер, электрик, строитель, монтажник, так они называются. Такие деревянные домички, такие совершеннейшие, на нынешний взгляд, конечно, избушечки из досок, но вот там можно было жить летом. Вот, собственно, это такая мирная жизнь, которую, естественно, когда ты в ней живешь, воспринимаешь как дефолтную, как, все люди, наверное, так живут. А потом оказывается, что не все. Они жили в Туле, потому что они не могли или потому что они не хотели жить в Москве? Вы знаете, при советской власти ведь не стоял вопрос, вы хотели или вы не хотели. В Москве нужно было остаться по какому-то поводу. То есть надо было эту регистрацию, как-то эту прописку как-то заработать. Либо посредством женитьбы, замужества, либо посредством чего еще, как еще можно было остаться. Поэтому этот вопрос не обсуждался. Вот этот вопрос мучительный, ехать, не ехать, боже мой, он, собственно, встал впервые не очень мучительный, но стал обсуждаться, что называется, в кругу людей мне знакомых, в конце 80-х, начале 90-х, когда начались большие выезды в Израиль. Это в Израиль уже, да? В Израиль, в Германию, да. В Израиль, в Германию, в Соединенные Штаты, кто куда. А тогда это как-то, что называется, появилась эта тема. А переселение в Москву никогда никто не говорил. Как-то, вы знаете, были, во-первых, как-то жили достаточно благополучно. Не было такого повода думать о том, что надо бы уехать. Потом были родители моих родителей, а вот как от них, как уезжать. Но, опять же, роковой вопрос «зачем?» Он, конечно, в некоторой степени не имел... Но вы люди научные, наука конвертируется. Конвертируется, а преподавание все-таки не до такой степени конвертируется. Это языковая такая работа. На чужом языке это трудно. Не было такой идеи уезжать ради детей. Вот мы собой пожертвуем, но зато дети уже будут жить там. Вот. При капитализме. При капитализме. Шли годы, смеркалось, прошло 30 лет, и я сейчас точно так же на все эти внутренние вопросы отвечаю. Нет, у меня мои занятия здесь, так же, как занятия моих родителей были здесь, а ради детей мы собой не жертвуем, они нас не поблагодарят. Пандемия, и сейчас я ни для кого не открою секрет, превратила большинство наших путешествий в виртуальные. А было и такое, что максимум, чем мы могли довольствоваться, это видом из своего окна. Хотя некоторые регионы смогли повернуть ситуацию в свою пользу. И один из таких ярких примеров в России – Дагестан. За это время местный туристический рынок ощутимо вырос, и уже в нынешнем мае Дагестан принял рекордное для себя количество туристов – около 100 тысяч. Там действительно много удивительных и загадочных мест. Мое любимое – аул Чох. Он расположен на территории древнейшего на планете поселения. Люди там жили около 10 тысяч лет назад. Чох стоит на вершине горы. Лев Толстой в своей последней повести «Хаджи Мурат» как раз описывает здешние красоты. Толстой служил на Кавказе и, разумеется, слышал истории и про Чох, и про национального героя Хаджи Мурата. Поехать в Дагестан на несколько дней с томиком Хаджи Мурата – отличный формат. А спланировать такое мини-путешествие можно с One2Trip, лидером онлайн-рынка сервисов путешествий в России и СНГ. Через One2Trip можно организовать все путешествие, купить билеты на самолет или поезд по выгодным ценам, забронировать отель, арендовать машину или заказать экскурсию с гидом. А если пользоваться мобильным приложением и виртуальной картой One2Trip, путешествие еще выгоднее. Из приятных бонусов действительно большой кэшбэк. Обслуживание карты абсолютно бесплатное. Оформляется она за 1 минуту по номеру телефона в приложении или на сайте One2Trip. Виртуальную карту можно добавить в Apple Pay или Google Pay и оплачивать ею все покупки. Переходим по ссылке в описании, скачиваем приложение One2Trip, открываем карту с кучей бонусов и путешествуем максимально выгодно. Мы с вами плавно перемещаемся в 1999 год.
Мы не будем говорить, сколько в этот момент вам лет. А почему же не говорить-то? Мне 21 год. Это март. Март. И вы впервые приходите, тогда это называется РИА Новости. Да, все так. И как это все выглядит? Не так, как нонича. Слушайте, я не была здесь действительно 20 лет. Как похорошили РИА Новости при Дмитрии Киселеве Да и не то Маргарите слово. Симонян. Да, это правда. Не, ну слушайте, здание то же самое. Вот этот вот советский, остатки советского конструктивизма, на самом деле уже такой брежневский бетонный стиль, напоминает очень сильно Белый дом, в котором я провела, так сказать, первые годы своей трудовой деятельности в городе Туле на Центральной площади. Это та же самая эпоха и похожая архитектурная стилистика, такая подавляющая, такая власть, но при этом немножко нелепая. Вот как эти ленточные окна такие узенькие, или как, опять же, в нашем Белом доме, это идиотическое расширение здания кверху. Тульский Белый дом. Камень-ракушечник. Ракушечник, да, в нем есть нечто египетское. Так вот, вход был оттуда. А тут был фонтан. Не вижу фонтана. И он есть, но фонтан. выключен, видимо, в связи с коронавирусом. Вероятно, ничто так не разносит заразу, как фонтан. На входе не было еще никакой охраны. Внутри было очень все бедненько. Были такие скрипящие паркетные половицы, были коврики истертые. Куча сидела каких-то заведений здесь. Ну, не заведений, как раз поесть было особо негде, а каких-то журналов, вестников, чего-то. В подвалах сидели переводчики. Один раз меня туда отправили. Я спустилась в какие-то подвалы верные, как в «Скупом рыцаре», где сидели переводчики в помещениях. И у них было, что меня потрясло, мое детское воображение, значит, такой отдельной стойке, как, знаете, как старые Библии в монастырях, огромный словарь, привязанный на какой-то веревочке, чтобы его никто не уволок. И я тут же к нему, значит, я помню, прискакала и стала там смотреть какое-то слово, которое в этот момент занимало меня, вот такой гигантский такой фолиант. Вы сюда пришли кем? Я сюда пришла редактором редакции специальных проектов, как это называлось. Я не занималась журналистской работой в полном смысле никогда, но дело, которое мы делали, называлось «Предвыборный дневник». Вы удивитесь. Это был некий такой вестник, регулярно выходящий на РИА Новостях, по-моему, раз в неделю. 99-й год – это год выборов, Конечно, надо сказать, да. Это год парламентских выборов. Парламентских, московских выборов. Кириенко собирается стать мэром Москвы. Да, и такое даже было. Впереди выборы президентские, об этом еще в марте никто не знает. В феврале я приезжаю на первое собеседование, я запомнила, это был 23 февраля, тогда еще не выходной. Господи, как легко в нашей стране богоспасаемые чувствовать себя ветераном и старожилом. Помню я детишки, когда еще 23 февраля работали. Как вы выглядели тогда? Я прочитала тут как раз какой-то очередной комментарий в Ютубе. У меня хорошие комментаторы в Ютубе пишут приятное. И говорят, что вот как же так? Вот она, значит, типа волосы не красит, вообще ничего не красит, если можно. Одевается и причесывается, как амишевская женщина. А выглядит, типа, все равно, свежо и бодро. Вот так вот. Хочется, конечно, сказать 20 лет спустя, я выглядела тогда так же, как и сейчас. Да, но, прошли года чередой незаметной. Как они переменили нас, конечно. Ну что, у меня были полная, худая. Нет, я весила столько же. Я всегда столько вешу, если я не беременна вдруг. Бывают такие промежутки в моей жизни. Я не знаю, такие же были волосы. Тоже, в общем, было, по-моему, все то же самое. В 99-м году работать в РИА Новостях с вашим устройством головы – это не зашквар? Я думаю, что понятие зашквара тогда не существовало. То есть, не знаю, если бы я приехала работать в газету завтра, наверное, это было бы немножко удивительно. А там очень хорошо писал Проханов. У него же такой стиль невероятный. Вы знаете, да, я это все читала. Я помню, как я это читала. Все эти его удивительные передовицы. Какие-то фразы западают в память навсегда. Синие языки удушенных банкоматов. На красной кремлевской стене сидит черный ворон и держит в клюве окровавленный голубой славянский глаз. Прочитав это в юном возрасте, потом ты это не забудешь никогда. Это все было. Среда публичная вообще была разнообразная и кипучая, в ней кто только не рос. Но, опять же, по поводу зашквара, вы все-таки действительно оперируете, во-первых, понятиями сегодняшнего дня, во-вторых, понятиями нас сегодняшних, таких важных, понимаете ли, дам в этом городе. А в 99-м году я была 20-летней девочкой из Тулы, которая приехала в Москву искать счастье, что твой, так сказать, Д'Артаньян с Растиньяком вместе взятые. А тут происходило вообще, чего тут только не происходило, тут такое творилось, тут какие-то великие люди, про которых я читала в журнале «Коммерсант. Власть», тогда выдающимся, в статьях за авторством Елены Трегубовой. Я читала про этих всех людей, а тут я пришла, они тут вообще по коридорам ходят. Я помню, как у меня вот это вот произошло какое-то такое потрясение в голове, потому что это было как попасть в книжку. Кстати, по поводу попасть в книжку, еще одну вещь должна сказать про это здание. В этом марте
вышел роман Пелевина «Generation P». Я купила его вот там вот, книжный магазин издательства «Радуга», и читала его вот сидя вот там вот. И это было, надо сказать, одно из сильнейших проявлений сингулярности и эквифинальности в моей биографии читателя. А там же как бы все, что в романе, прям вокруг вас и окружало. Да. Институт пчеловодства – это он. Когда вышел фильм по этому роману, на который я ходила в кино с одним из персонажей, описанных в романе «Ныне покойном», то я увидела это с кем? Это был человек, придумавший лозунг «Купи еды в последний раз». Вот это вот, помните, газета «Не дай бог», вот эта рекламная кампания, вот «Купи еды в последний раз» и фотография Дзержинского с одним приоткрытым глазом «Скоро ли выборы?». Помните, когда выборы? Это Владимир Семенов. Его теперь уж мало, наверное, кто помнит, но о нем два сердца, может быть, еще грустят, но что грустить? В 90-е это история, когда преподавательский, профессорский, весь вот эта вот огромная страта этого общества вдруг оказывается без ничего и торгуют, если не в Лужниках, то на местном каком-то рынке непонятно чем. И 90-е – это время обнуления всех достижений. Статусов. А вы говорите, что вы жили благополучно. Как так вышло? Я помню конец советской власти, когда я была маленькая, и брат мой родился, 9 лет у нас разница. Вот этот самый конец 80-х был довольно тяжкое время в Туле, в смысле бытовом, потому что, как-то вот еда вся исчезла, растворилась. И я помню, что это, опять же, я не помню, если это недоедание, не дай бог, но это был как предмет озабоченности. Сахар, масло, гречка есть, нету, сегодня есть там что-нибудь такое. Опять же, ребеночек существо беспечное, поэтому он не то, что там тревожится глубоко. Но вот эту вот некую атмосферу скудости я помню. И все это как-то закончилось в 92 году, когда все стало страшно дорого, но оно как-то появилось. И дальше пошла вот эта вот, так сказать, увлекательная жизнь, в которой все время что-то происходило. Мы ужасно все следили за, откуда моя, думаю, политическая озабоченность, за вот этой всей развивающейся политической жизнью. То есть вы слушали съезд по телевизору, смотрели или по радио? Еще бы. По телевизору смотрели, я смотрела. А мама моя смотрела так, что она не пришла, но пришла, опоздала на мой выпускной в 9 классе. Я совершенно не имела к ней претензий по этому поводу. Я бы сама лучше смотрела, чем, говорит, выпускной идти к детям. Я смотрела все вот эти передачи итоговые, вечерние. Сейчас это произнести страшно. Я вечером смотрела этих наших трех богатырей, значит, Киселев, Доренко, Сванидзе. Не то, что как-то восхищалась, но так было интересно. Все газеты выписывались. Были газеты, там, «Коммерсант», «Известия». Газета «Известия», так же, как и газета «Коммерсант», была тогда не тем, чем она является сейчас. И это все было вот действительно какие-то письма из другой вселенной, из другого измерения. Я думаю, что тогда у меня, собственно, вот этот мой интерес повернулся в сторону общественно-политического. То есть вы всегда хотели с самого детства заниматься политикой? То есть не было такого периода, когда вы, например, хотите быть водителем трамвая? Нет, я не хотела заниматься политикой ни в коем случае. Я вообще, когда я размышляла о будущем своем трудоустройстве, знаете, у меня какое было? Не то, что мечта, а вот что я думала. Я думала, как хорошо, например, переводчиком работать. А почему хорошо работать переводчиком? А потому что дома сидишь, переводишь, а никуда не ходишь и ни с кем не общаешься. Вот такие у меня были представления о себе. А потом как-то выяснилось, что это не самое важное из всего, что бывает. Я хотела вот поучаствовать. Вот как-то, если не поучаствовать, то хоть посмотреть, как-то рядом постоять. Явно что-то делается же такое. Жизнь какая-то кипит. Происходят изменения, всякие трансформации. Любопытно же. Как дома относились к Горбачеву? К Горбачеву относились хорошо до того момента, как он совершил свой, так сказать, в современных терминах поворот вправо, сформировал то правительство, которое потом пыталось свергнуть его в 1991 году, и начал пытаться удерживать союзные республики от ухода из Союза. Вот тогда, значит, к нему стали относиться холоднее и начали как-то присматриваться к Ельцину как, так сказать, политическому лидеру завтрашнего дня. Вот это я помню. А Ельцин как очень важный персонаж, как очень важный человек, очень важный политик в нашей истории, как человек, который во многом предопределил то, что мы имеем сегодня, и принимал в этом участие. Как вы к нему относитесь? С интересом. С одной стороны, Ельцин – человек, который подарил нам свободу слова, подарил нам свободу многих институций, а с другой стороны, это война в Чечне, олигархат и так далее. И преемничка подарил нам тоже. Да, это вот последний пальчик у меня остался, который воду не носил, дрова не рубил. Ему не дадим кашки. Значит,
Можно ли поменять там, война, олигархи, преемник на свободу, свободу и свободу? Стоит ли это того? Такого обмена нам никто не предлагает. Мы имеем дело с исторической фигурой, которая многогранна, и которая действовала в тот период, который был периодом очень бурных трансформаций, изменений самых разных. Поэтому никакого однозначного отношения не будет и быть не может, а какой исторической фигуре оно может быть? Кто был однозначно благодетелем человечества, а кто был однозначным злодеем? Ну хорошо, с злодеями тут немножко попроще, хотя и тут у разных людей есть разные мнения. Понимаете, есть, так сказать, дискутанты, которые тоже меряют там ГУЛАГ супротив ядерной бомбы, да, и это как-то глупо. Это, между прочим, очень такой живой дискурс вот вечный. Именно, но он распространенный, но он достаточно идиотический. Мы с вами не судьи. От нас, собственно, не требуется произносить этого финального приговора. Чего от нас требуется, как все-таки от мыслящих существ? Это сохранять в уме вот эту сложность. Многогранную сложность. Персональных симпатий к незнакомым людям трудно испытывать, или антипатии. Это все-таки немножко противоестественно. Ну уж у меня сват, брат, я его и не видела никогда, наверное, как физическое лицо. Когда я была сотрудником тульской администрации, мы все слушали эти еженедельные радиообращения. Помните, у него было радиообращение раз в неделю? Прям как у меня сейчас. Прислушиваясь прежде всего к тому, насколько он хорошо говорит, насколько он вообще бодр, потому что мы понимали очень хорошо, что называется, под чьей защитой мы тут все сидим. Наша, так сказать, демократическая администрация в регионе, который совершенно был с левыми симпатиями. Как только появилась такая возможность проявить это на выборах проявил, стал выбирать коммунистов. Тогда вот я стала своим, так сказать, юным умом думать, а вот как бы так, не лишить ли пенсионеров избирательного права. Вот были у меня такие идеи. По счастью, у меня хватало ума никому их не сообщать. Да. Прошли годы, и вы решили мне сообщить. Да, я могу рассказать свою логику, в чем она состояла. Мне, естественно, не нравилось, как голосуют туляки. Туляки голосовали почему-то против, так сказать, реформы реформаторов, не любили Чубайса, который мне тогда ужасно нравился, и вообще не хотели никакого светлого будущего, а хотели, наоборот, вернуться в Советский Союз. А значительная часть из этих голосующих были, как и сейчас, пенсионного возраста. Поэтому я, как, так сказать, юный Демократ. Демократ. Прости, Господи. Нет, демократ это я сейчас. Тогда я был, как это, реформатор, сочувствующий другим реформаторам. Я стала думать, как бы можно было исправить это ужасное положение вещей. И придумала я следующее. Значит, если они, неправильные ретроградные пенсионеры, не участвуют в формировании ВВП, то какое же право они имеют определять жизнь страны на голосовании? Давайте их лишим избирательного права. Боже, нет. Опять же, I told no one. Я это думала в своей индивидуальной голове, никому это не сообщала. Тогда не было соцсетей, поэтому глупость каждого была сокрыта, а не так демонстративно проявлена, как нынче. А прошло довольно немного времени, я сообразила, почему нельзя этого делать никогда, и почему вообще нельзя ограничивать активное избирательное право, и пассивное, на самом деле, тоже. Почему? Почему? Потому что нельзя пытаться из этого, так сказать, бревна, кое есть электорат, высечь то Буратино, которое тебе максимально симпатично. Ты создашь чудовище. Нельзя. Урфин Джюс и его деревянные избиратели. Его деревянные избиратели, совершенно верно. Этого делать нельзя ни в коем случае, потому что нет, так сказать, не бывает плохих кандидатов. Так же, как плохих депутатов, бывают плохо устроенные выборы. Выборы должны быть честными и конкурентными. Опять же, что значит честными? Конкурентными и с непредсказуемым результатом. Со свободным доступом как избирателей, так и кандидатов, и с результатом, который не определен заранее. В этой конкуренции обретется некое равновесие, отражающее набор общественных мнений. Вот это вот нужно, это важно. И это на самом деле некоторое предохранение от ужасов тирании, а не попытка вырастить максимально правильного избирателя и не ужасающий принцип демократии, это когда на выборах побеждают демократы. Я, опять же, рассказываю вам эту историю моих, так сказать, года учения Вильгельма Мейстера для того, чтобы стало понятно, что это вот этот вот элитизм специфический, вот это ощущение, что, понимаете ли, народ недостоин своих правителей, а правительство единственный европеец, вся вот эта ересь. Это этап, который надо пройти, но его надо перерасти. Если вам уже не 18 лет, высказывать такие мнения несколько стыдно. Поэтому подумайте хорошо. А теперь рубрика «Любовь к жене как двигатель технического прогресса» вместе с CityLink. В прошлом выпуске я рассказывала об истории изобретения фена, а в этом расскажу про мясорубку. Мясной фарш долгое время готовили с помощью полукруглого двуручного ножа. Его раскачивали из стороны в сторону, но дело это было мало того, что трудоемкое, но еще и малоэффективное. Фарш получался очень грубым.
Известный австрийский конструктор Петер Меттерхофер так хотел помочь своей жене, что придумал, наконец, механическую мясорубку. Правда, он не знал, что к этому моменту немец Карл Дресс уже создал аналогичную конструкцию. Поэтому Меттерхофер остался в истории как любящий муж, а Дресс как создатель мясорубки, а еще и беспедального велосипеда и пишущей машинки. Пишущая машинка, увы, теперь актуальна только для музея. А вот все остальные девайсы и товары для дома и отдыха можно найти в большом разнообразии на Ситилинке. Всего на Ситилинке более 800 мировых брендов, 70 тысяч наименований. Свои магазины и пункты выдачи заказов у Ситилинка есть почти в любом городе, поэтому вы всегда можете выбрать, как вам удобнее получить свою покупку. А доставка работает и в рабочие, и в выходные, и в праздничные дни. Переходим по ссылке в описании и покупаем технику и гаджеты по выгодным ценам на Ситилинке. Мы с вами говорили, пока ехали сюда, о том, что вы любите выступать в Ельцин-центре, вам это все симпатично. Как вы относитесь к эпохе правления Ельцина? Она была не такая эпохальная, как Путина, да? Раза в 3 короче, но да, тем не на менее. нынешние глаза это все были какие-то мгновения, как пуля у виска. Все было 8 ужасно лет. Быстро. Что такое 8 лет сейчас? В сравнении с 22 уже годами, то, конечно. Опять же, с 2014 года уже прошло 8 лет. То есть вот в этой вот так сказать, крымской ситуации мы уже живем столько же, сколько вся Россия жила при Ельцине. То есть это, что называется, полезно померить, да? Приложить одно к другому. А вы знаете, эпоха слишком высокий уровень обобщения, поэтому к ней высказывать какое-то однозначное отношение, люблю, не люблю, нравится, не нравится, это дилетантство. Я вот что могла бы сказать, что мне кажется важным. Предыдущее поколение реформаторов, которые так чаровали меня в моем тульском детстве и которые потом, так сказать, так трагически изменились на наших глазах, они То были есть вы в них все... разочаровались? Не, ну слушайте, ну что я за та самая барышня, которая сначала очаровалась, потом разочаровалась. Дело не в этом. Они делали свою работу так, как они ее понимали. С теми знаниями, которые у них тогда были, с теми инструментами, которые судьба им вложила в руки. Не осудим их, не оказавшись на их месте. Но они были все советские люди, все они были марксисты, воспитанные на базисе и надстройке. Они были убеждены в том, что экономические реформы автоматически повлекут за собой политическую либерализацию. Она как бы пристроится вот к этому конкурентному капитализму. В результате мы получили монополистический, этатистский капитализм, одну из самых дискомфортных форм для жизни вообще ever. Такой тоже действительно вполне по Марксу. С монополиями, причем государственными, с жесточайшим контролем над гражданами, чтобы они не мешали накоплению богатств элитами, без конкуренции, с пародийными выборами, пародийным парламентом, комедией буржуазного парламентаризма, как это называлось у марксистских авторов. Опять же, может быть, то поколение, которое придет потом, будет одушевлено противоположной идеей. Поменяйте политическую рамку, а экономика служанка политики, она приспособится. Ваши там эти самые, так сказать, рыночные отношения возникнут. Строить надо институты. Я думаю, что, может быть, это ложное противопоставление. И то, другое, и то, и другое нужно. Но то, что не были выстроены действительно политические институты конкуренции и выбора, когда можно было их выстраивать, это, опять же, ну что я скажу, это грех их. А они мне скажут, что мы другим были заняты, это надо было делать прямо сейчас. У нас был там пустой бюджет, у нас был поначалу товарный дефицит, не было ничего, были вот эти руины советской экономики, из которых надо было делать что-то, что просто кормит людей хлебом и молоком. Исторические эпохи действительно воспринимаются через призму последующих. Это выражено в известном тезисе «Историю пишут победители». Историю прошедшего пишут люди в настоящем. И это писание, оно позволяет выразиться только определенным голосам, а другие глушат. Вот легенда о лихих 90-х репрезентирует опыт определенных людей, для которых это было там, тяжелое. И не просто тяжелое время. Тяжелое время человек легко переживает, а время убытка, упадка, какого-то унижения. Голоса тех людей, для которых это было время освобождения, новых возможностей, прогресса и самовыражения, не слышны.
Мы тем более стесняемся об этом говорить, потому что это звучит слишком самоуверенно. То есть трудно сказать, а вот, знаете, мне позволили наконец читать то, что я хочу, и говорить то, что я хочу, когда тебе в ответ скажут, а вот зато, значит, там пенсионеры в помойках рылись, значит, еду искали. Кажется, что это несоизмеримые вещи. Но, понимаете, вот эта вот непредставленность, она позволяет формировать некое представление, которое потом останется. Почему еще я ценю Ельцин-центр? Рассказчиков о лихих 90-х достаточно. И у них есть 1, 2, 3, 4, 5, 24 канал. Они круглые сутки рассказывают то, что считают нужным. А один-единственный Ельцин-центр говорит что-то другое, показывает нечто другое. И это очень ценно. Это невероятно ценно, потому что иначе у нас будет вот эта вот история из кинематографа, как, я не знаю, «Кубанские казаки» воспринимаются как документальный фильм, да? Потому что советская власть не оставила документальных съемок, а зато она оставила свою пропаганду. И теперь кажется, что так и было. Человек ужасно пластичное существо, трагически пластичное в этом отношении. Что ему говорят, то он и повторяет. Что ему рассказывают, то он потом принимает за свои собственные воспоминания, за свой личный опыт. На этот счет есть множество печальных психологических опытов. Наши воспоминания – формируемый конструкт. Нужно иметь большую привычку к рефлексии и ценить ее в себе, вообще воспитывать ее. Как это? Переходя из мягких юношеских лет в холодное ожесточающее мужество, не оставляйте на дороге, не подымите потом, как писал Николай Васильевич Гоголь. Цените свою индивидуальность и свою индивидуальную способность к размышлению над своим личным опытом. Не позволяйте себе всунуть в голову вот этот вот конвейер, по которому ездит пропагандистская продукция. В 90-е все государственное выглядело очень бедненько, очень несчастненько, очень серенько. Да. А сейчас мы знаем, что все государственное выглядит в высшей степени великолепно, как МФЦ, как РИА Новости, как ТАСС. Все, что государство считает своим, оно все хорошеет прямо на глазах. Есть такое дело, да. Это они специально так придумали или это само собой так получилось? Ну, слушайте, это же свойство системы, в которой государство доминирует. В 90-е, еще и в конце 90-х государство действительно было гораздо более бедным, менее ресурсным. Основные экономические субъекты были частными и делились, если считали нужным. Ну и, собственно, эти самые РИА Новости во многом, так сказать, оставив в стороне мою персональную ностальгию, были, конечно, выпотрошены изнутри, сданы в аренду. Тут тоже были какие-то частные, получастные прокладки и прослойки, которые тут что-то продавали. А потом государство стало набирать силу, просто забирать себе обратно куски собственности. Особенно активно это пошло по понятным причинам, начиная с 2004 года, ну и далее уже так скачкообразно. Поэтому наши основные экономические субъекты, налогоплательщики, это госкомпании. Госкомпании, госкорпорации. Поэтому все государственное действительно дорого-богато, сверкает и блестит, работает как просто-таки смазанное, а частное, что частное осталось? Лукойл, Альфа. Ладно, не будем их поминать, чтобы не привлекать. По-моему, там тоже есть участие государства. А где его нету? Везде оно есть. Зачем государству нужно такое большое количество государственных информационных ресурсов? Ну, информационное агентство, по идее, это такая структура, которая добывает информацию. А получается, что государственное информационное агентство, это агентство ничего не добывает, и ему все, значит, дают. Потому что по знаменитой формуле 80% пропаганды, 20% насилия. Состав современной автократии. 80% пропаганды. В отличие от 20 века, когда было наоборот. Поэтому это самое важное, самое ценное. Это вторая, можно сказать, армия, второе ядерное оружие. Это было осознанно очень рано. Уже в начале 2000-х началась, так сказать, национализация телеканалов в первую очередь, а потом уже и всего остального. Все государственные, все информационные ресурсы были выстроены в эту государственную машину, мощную, раскормленную до предела, хотя тут нет предела, и базово эффективную, хотя эффективность ее в последнее время снижается. Это только в России так или так, в принципе, тенденция общемировая? Вы знаете, то, что произведение впечатления становится важнее, чем физическое принуждение, это общая тенденция, и она связана вот с этим самым знаменитым глобальным снижением насилия. А люди живут все больше в информационной среде, все больше смотрят, пишут и читают, источники становятся все более разнообразными, ну и потребности становятся все более разнообразными. Поэтому этот сектор, что называется, везде развивается и растет, но наша специфика – это, конечно, государственное участие. Вот это не везде так. Как вы думаете, насколько ребята, которые государство оплачивает для пропаганды, отрабатывают эти деньги? Смотрите, опять же, для чего пропаганда устроена? У нее есть цель, так сказать, двоякая. С одной стороны, вырабатывать любовь по возможности, то есть поддержку. С другой стороны, вырабатывать пассивность, непротивление.
Вот эта вторая цель, она важна, но поскольку она неявная, ее часто не формулируют и не замечают. То есть нужно внушать представление о том, что действующий порядок вещей незыблем, сопротивляться ему бессмысленно, всякое действие только делает хуже, поэтому лучше вот ничего не делать. Вот это вот завораживающий, такой усыпляющий шум пропаганда тоже производит. Она создает образ несуществующего большинства, которого, может, на этот момент и не было, и внушает каждому, что если он отличается, то он в меньшинстве, то он один такой отщепенец и извращенец. А весь народ, анмасс, он совершенно другой. Дальше происходит следующее. Поскольку психическая норма для нас, людей, состоит в том, чтобы присоединяться к большинству, это может быть не очень благородно, но это естественно. Мы хотим быть как все, мы хотим быть хорошими, социально хорошими, соблюдать нормы, соответствовать общественным представлениям о приемлемом, приличном, похвальном. Поэтому, когда нам говорят, что все люди вот так думают, сказать, что нет, я думаю иначе, требует большого ресурса. Это, в общем, иметь возможность так сказать, это привилегия. Она есть не у всех. У большинства людей нет для этого ни сил, ни времени, ни интеллектуальных возможностей. Поэтому они говорят, а вот я как все. А как все? А как именно все тебе расскажут. Вот эта самая машина, она тебя усыпит вот этим вот ритмическим жужжанием. Поэтому расцвета своего и максимальной своей мощи наша пропагандистская машина достигла вот в этот период так называемого Крымского консенсуса, 14-16 год включительно. Тогда она расцвела таким ядовитым цветком, заворожившим весь мир. Она создавала какие-то новые сущности, она производила образы, и она действительно в какой-то момент порушила предыдущие социологически измеряемые перегородки, различия между тем, что Зубаревич называет Наталья Васильевна 4 Россиями. Вот в какой-то момент они слились. Этот эффект был достигнут в 14-16 В 14-16 году включительно. Начиная с 17 года происходит эрозия Крымского консенсуса, как говорят наши братья-социологи. Первые протесты 17 года, если вы помните, да, организованные Навальным, молодежные протесты, не только молодежные. И начало вот этой вот культуры городского протеста ситуативного вокруг какой-нибудь там стройки, поломки, вырубки, посадки. Вот эти эпизоды становятся все более многочисленными, и протестующие начинают учиться друг у друга, так сказать, научаться, как можно сопротивляться каким-то государственным инициативам. Реновация в Москве, протесты против реновации, тоже 17-й год, весна, как вы помните. И дальше 18-й год, это протестное голосование уже, при том, что там президентские выборы проходят успешно, региональные выборы проходят не так успешно, региональных протестов становится больше, начинается шиисовская многолетняя кампания. 19-й год. Мы помним с вами, да, Москва, протестные московские выборы, выборы в Мосгордуму, выборы региональные тоже такие непростые. Ну и далее в 2020 году на самом деле раскол общественного мнения пополам относительно ключевого элемента конституционных поправок — обнуления. Большая победа политического менеджмента состоит в том, что при том, что на самом деле общественное мнение расколото пополам, среди голосующих пришли голосовать те, кто поддерживают эту меру. Удалось удержать тех, кто против, от голосования, от политического участия. Это вот такая, так сказать, достижение. Но это достижение именно политического управления, это не достижение пропаганды как таковой, потому что общественное мнение уже начинает неудержимо развиваться по своей траектории, уровни доверия всем типам власти начинают снижаться. Президентский рейтинг наш, на который все молятся, снижается сразу после выборов в марте 2018 года, и с тех пор шатко-валко, медленно или быстро, иногда ускоряясь, иногда замедляясь, продолжает идти вниз. Кто работает над вашим стилем? Где вы берете эти платьицы прекрасные? Большая команда специалистов. Да нет, конечно, господи, до чего дотянулась, то и надела, какие там стилисты. Я просто, какие-то вещи мне нравятся, я их покупаю, какие не нравятся, не покупаю. Я, например, еще знаете, что определил мой стиль? Мой стиль определили многочисленные беременности, потому что я перестала носить штаны всякие, стала носить длинные платья, это оказалось очень удобно. Послушайте, вот у меня есть ощущение, что вы как-то специально придумали себе этот стиль такой полуинститутки, какой-то турги... Амишевской женщины. Подожди, что я специально придумала? Боже мой. У меня никогда не было джинсов в моем распоряжении. Вот у меня нету их, и никогда не было, никогда их не покупала. Как-то не шло. Опять же, еще до того, как кто-то стал меня навязчиво снимать и выкладывать. Я не знаю, у меня есть одна знакомая по Фейсбуку, которая живет в Силиконовой долине, и по доброте душевной иногда мне что-то советует. Но она мне присылает какие-то картинки, говорит, вот это вам бы пошло, вот что-нибудь такое. Не то, что я прям это бегу покупать, но смотрю. Она мне рассказала, что мне нужно носить такие цвета, которые не могли бы быть цветочками, но могли бы быть камушками. То есть такие минеральные.
более темные. Это правда, потому что мне периодически нравились всякие так называемые, знаете, нежные пастельные оттенки. А потом я надеваю их на себя и вижу вот эту вот самую замученную тетеньку, которая хочет спать, которую я расстраиваюсь, когда вижу, потому что это говорит о снижении работоспособности. Поэтому я теперь знаю, что ничто, что могло бы быть офисной мебелью, не может быть на меня надетым. То есть вот эта вот цветовая гамма мне не подходит. Теперь уже, наверное, поздно беспокоиться об этом, но я ни разу в жизни не была на дискотеке. Никогда. Никогда не были на дискотеке? Я не была в лагере, я не была ни на каких этих танцевальных мероприятиях, ever, ни по какому поводу. Так, наш путь пролегает на детскую площадку. Со старшей деточкой своей я здесь проводила изрядное время. И, собственно, на площадке и с коляской в тот счастливый тот период, когда младенец еще спит во время прогулок, я ездила вот тут вот кругами, потом она засыпала, вот там была, я не знаю, она есть сейчас, была чайхана, такой деревянный павильон, и там тебе помогали затащить коляску, наверх была веранда. Я помню, что даже каким-то глухим морозным ноябрем я там сидела, там были эти обогреватели, знаете, как ставят на террасах ресторанов, и можно было, во-первых, что-нибудь съесть, а во-вторых, читать. Золотое время. Вообще кормление тоже в этом смысле хороший временной отрезок, когда можно на одном боку лежать, а другой рукой читать. Это удобно. Никто еще не пропагандировал материнство с этой точки зрения. Рожайте детей, у вас будет время для чтения. Наверное, мы все-таки первое поколение, которое вдруг подумало, что материнство и карьера – это абсолютно совместные вещи. Вы знаете, нет. Моя мама профессор, моя бабушка тоже профессор. Я из той семьи и, в общем, из той среды, где женщины все работают. Никаких домохозяек я никогда не видала. Для меня представление о том, что вообще идея, что женщина может сидеть дома, это очень ново и дико. Я не знаю такого. Когда я росла, я таких людей с ними знакома не была. Пожалуй, мы, может быть, наоборот. Первое поколение, которое может позволить себе большую детоцентричность, которое к материнству относится как к тоже такому вот средству самовыражения, если хотите. Может быть, так. Потому что я не очень, между прочим, я к этой культуре не полностью отношусь. Вы себя через материнство не идентифицируете? Нет. Опять же, не при детях моих будет сказано, но нет. И представление, идея, что вот это вот типа самое ценное, главное достижение – это дети, может быть, потом, я так скажу, через 30 лет. Как и когда вы познакомились со своим будущим мужем? Спросила она тоном регистратора ЗАГСа. Да. Я познакомилась с ним в живом журнале. Это было в 2005 году. Он был тогда большой человек, знаменитый. Он был один из 2 модераторов сообщества Рунабоков. И также знаменитый юзер, как это назывался, тысячник. Помните, когда мы были тысячниками? Тысячник – это в ЖЖ, когда у тебя есть 1000 подписчиков. Да, 1000 и больше подписчиков, да. Так вот, был знаменитый юзер Bars of Cage, то бишь прутья клетки, заимствованное из предисловия Набокова к Лолите, естественно. Это сначала вы влюбились в Михаила, а потом, полюбили Набокова? Или сначала вы полюбили Набокова, а потом вышли замуж? Слушайте, первый вариант – это рассказ «Душечка», да? Мы люди положительные, дровами торгуем. Она там за кого замуж выйдет, тем и интересуется. Нет, наоборот. Наоборот, я читала Набокова и, в общем, обнаружив, что его читает кто-то еще, была изумлена. В общем, он был селебрити в рамках этого совершенно уникального, конечно, интеллектуального сообщества, которым был русский ЖЖ середины 2000-х годов. Теперь, конечно, задним числом я думаю, что все целеполагание этого ЖЖ состояло в том, чтобы выдать меня замуж. Иным способом, я думаю, что это было бы невозможно. И если бы этого не произошло, то, опять же, я не стала бы тем публичным человеком, которым я стала, так что это было необходимо для спасения России, для этого было все затеяно. Все остальные так. То есть, если бы не ваш муж, то вашей публичности бы не случилось? Я думаю, что не случилось бы. Почему? Вы знаете, полезно иметь, так сказать, собеседника, единомышленника. Это как-то твое представление о себе меняет. 2 события на меня повлияло в этом отношении. Это защита и замужество. Сначала одно, потом второе. Насчет защиты это, я думаю, будет еще менее понятно, но, видите ли, я принадлежу к тому социальному слою, в котором это как бы такой элемент биографии человеческой, и в котором, пожалуй, оно занимает то место, которое в семьях попроще занимает свадьба. То есть это то, что тебе рассказывает мама, как было у нее, бабушка рассказывает, как было у нее, ты сначала думаешь, как это будет у тебя, какое у тебя будет платье, потом у тебя наступает период, когда думаешь, что у тебя этого никогда не будет, потому что ты не такая, и вообще пойдешь другим путем, потом ты думаешь, что все-таки это будет у тебя, потом
в последнюю ночь ты, как этот жених из Гоголя, думаешь, не убежать ли мне, не выкинуть ли мне в окно, потому что ничего не получится, будет все ужасно, там все проголосуют против. Потом это с тобой случается, тебя называют другим именем, твое социальное положение меняется навсегда. Опять же, я понимаю, что это за пределами этого слоя, это никому не понятно, но тем, кто внутри, это очень понятно. Поэтому, кстати, вот вы считаете, я гуманист большой, но если бы директором был я, то за фальсификацию диссертации, конечно, пришлось бы вешать. Итак, вы знакомитесь в живом журнале. Да. С модератором Набоковского сообщества. Потому что вы тогда уже любите Набокова. Что значит, тогда уже я всегда любила его. Первый 4-томник, я его прочитала, это произвело на меня большое впечатление. Он вышел, по-моему, в 93-м году, следовательно, тогда-то он и попал мне в шаловливые мои ручонки. Что вам тогда, в 93-м году, вам 14 лет, что вам Мне 14 лет, в Хутемас еще школа вояния, да. Что вам тогда больше всего из Набокова полюбилось, наверное? Вот если бы рейтинг был составлен тогда, какой роман? Ну, слушайте, конечно, «Дар». «Дар» дает по мозгам, и дальше ты уже никогда не будешь прежним. «Подвиг», пожалуй, вот рядом. Я бы поставила «Другие берега». Вот моя большая тройка. А сейчас? Сейчас. «Бледное пламя», комментарии к Евгению Онегину, лекции по литературе, лекции по русской литературе, «Лолита». То есть вот сейчас вы оценили «Лолиту»? Вы знаете, когда я это прочитала в том возрасте, я, конечно, понимаю, почему не надо это читать раньше времени, потому что я вам должна сказать, что это воспринимается однозначно как история про, так сказать, тонкого, ранимого, глубоко чувствующего автора и про эту дрянь неблагодарную, которая не оценила, с каким человеком свела ее судьба. Вот, собственно, вся мораль, которую удалось оттуда извлечь. О чем на самом деле идет речь, ты понимаешь, так сказать, на разных этапах своей жизни, не все сразу. Разное в разные годы. Поэтому, да, есть вещи, до которых надо просто дорасти. И вот Господь вам посылает модератора. Да. Значит, собственно, то, что называлось тогда развиртуализацией, то есть встречи в так называемом реале людей, которые общались до этого, между собой виртуально, случилось, по-моему, году в 6-м. Кстати, каким-то образом это совпало с тем, что я ушла из Думы и стала работать в консалтинговой компании. Вот здесь недалеко. Она, кстати, сидела на Успенском, по-моему, сейчас сидит на Успенском переулке. Так, значит, ваш муж сыграл важную роль в деле спасения России. Ее играть. И еще сыграет еще более важную. Спасение России еще совсем не закончено, даже толком не начато. Женившись на мне, продолжая жить со мной, родив со мной детей в таких количествах, что тоже очень мило с его стороны, все это меня развивает как личность. Слушайте, ну это очень такой практический разговор. Что именно в этом практическом? Женившись, родившись, развивая, это была любовь? Ну, слушайте, что вы тут спрашиваете меня? Нет, я просто решила внезапно замуж выйти ближе к 30 годам. С чего бы? Нет, таких планов я совершенно не строила. Наличие равного собеседника очень способствует твоему личностному росту. В нашем поколении в том числе принято, что вообще-то это муж делает карьеру, а жена его развивает дома. Когда мы женились, я думала, что... Не то, что думала, но была у меня такая мечта, что он напишет роман. Который будет как это оправданием нашей эпохи, а я тут как-то и как Софья Андреевна буду что-нибудь переписывать. Может быть, это еще и произойдет, не исключено, но пока этого не произошло. Я не думаю, что я делаю карьеру прямо, но то, что без его деятельного соучастия вся эта моя хлопанье крыльями на публике не было бы возможным, это, конечно, правда. Это жертва с его стороны, быть вашим подспорьем? Слушайте, нельзя так говорить, нужно же подспорьем. Какое подспорьем, просто живем вместе. Роман, жертва? Не знаю, может быть, его бы и не было. И, так сказать, без меня бы он бы тоже не родился, а может, он еще и родится. Ну и вообще, его спросите, тогда он вам расскажет. Вы, выйдя замуж, вы жили здесь, неподалеку, Рождественский бульвар, 10/7. Да. Напали на вашего мужа, ему проломили голову бейсбольной битой. И мы не знаем, бейсбольной битой или чем-то, но да. И вы по этому поводу писали такое большое обращение в ЖЖ, дорогие мои, у нас беда, большая беда. Вчера около 8 вечера на Михаила Шульмана, председателя ТСЖ Рождественский бульвар 10/7, напали двое, теперь он в нейрохирургической реанимации. Да. Что случилось? Он был, собственно, является представителем ТСЖ в этом доме, который состоит из 2 строений. Это старый дом.
дореволюционной постройки. И, что как характерно для таких домов, там есть такое чрезвычайно лакомое, так называемое общее имущество. В новых домах такого нет, каких-то больших подвалов или чердаков, которые являются общим имуществом, то есть принадлежат по доле всем собственникам. Это общее имущество может быть обращено в пользу дома в целом, если оно, например, сдается, получаются деньги, и дальше из этих денег, например, оплачивается ЖКХ. Но также и есть много всякого народу, которые хотят это общее имущество, так сказать, приватизировать. В доме поселился бандит, который, договорившись с местными властями районными, себе этот чердак, кусок очень большой, его присвоил. Дальше началась многолетняя борьба судебная, все суды были выиграны, собственно, ТСЖ они были выиграны. Он проиграл и, как свойственно этой публике, решил, что как-то надо отомстить. И вот в феврале 2012 года, через 3 дня после того, как я родила второго ребенка, я была дома, и он, собственно, возвращался домой, и в подъезде на него напали. На следующий день я уехала с детьми из города, больше я не была в этом доме, не видела нашу квартиру. Вот, думаю, что и не увижу ее больше, что называется, не хотелось бы пока мест. Человек этого мы знаем, он сел по другому делу. Люди, которые... Нападавший или заказчик? Заказчик. У нас немножко обратная ситуация тому, что бывает. Нападавших не нашли. Их действительно было 2, 1 третий наводчик. Они из Мордовии. Они тоже, в общем, почти известны. И я не уверена, что они живы или на свободе, потому что эти люди не живут не то чтобы очень долго, очень хорошо. В общем, оно ни до чего не дошло, но заказчик сел по другому поводу, отсидел и, по-моему, сейчас уже не в Российской Федерации находится. Правда ли, что после того, как это все произошло, у вас появились первые седые волосы? Нет, неправда. Это было бы красиво, но я знаю по дедушке моему по материнской линии есть такая склонность сидеть рано. Я уже, что называется, in my 20s, уже у меня какие-то отдельные волосы появлялись, но с тех пор их стало побольше, скажем так. У меня было другое. Я год, как я теперь понимаю, постфактум, год провела в посттравматическом синдроме. Теперь я понимаю, что он существует, и все то, что так смешно и странно выглядит в описании, когда это касается других людей, триггеры, слова, там всякие сны и прочие внезапные реакции. Это все, когда это случается с тобой, это большая гадость, страшная дрянь, это плохая вещь. Это действительно такая подавленная жизнь, немножко не в полную силу. И всякие гадкие симптомы, которые внезапно вдруг тебе приходят. Это довольно унизительно, когда ты это переживаешь. Где-то год я так прожила. Потом, во-первых, он остался жив и восстановился. Это, мягко говоря, способствовало моему тоже как-то возрождению. А кроме того, через год, как раз после того, как, почти через год, в конце этого самого 2012 года, диссертационный совет, в котором я должна была защищаться, начал работать. Опять его там распустили в рамках реорганизации, потом он вернулся. В конце года я как-то начала оживать потихонечку. Кстати, в связи с этим же, как не смешно теперь вспоминать, была моя первая публикация. Первая моя публикация с фотографиями была в журнале «Космопсихология». Меня позвала по ЖЖшным связям Алина Фаркаш, которая была юзер Тимбукту. Она мне написала, сказала, что не хотите ли вы рассказать про опыт посттравматической, так сказать, жизни, сказав мне следующее. Все люди, которыми я пытаюсь на эту тему пообщаться, с кем в паре, где с одним что-то произошло, они все разводятся. Я очень не понимаю, кстати, о чем идет речь, потому что причем не в тот момент, нет таких сволочей мало, которые, когда там человек лежит в реанимации, бросают его, но потом, когда, опять же, отсидел, вышел, отлежал. Заболел, выздоровел. Да. Тут трудно простить человеку то, что ты пережил из-за него. Есть такая подлость в нашей натуре, ты начинаешь себя ощущать жертвой. Как ты смел это со мной сделать? Провести меня через такое? Это происходит, это такая специфическая недоброжелательность, ее тоже надо пережить. Поэтому сказала мне Алина, не поэтому, это мое собственное рассуждение, она мне сказала, что я кому не ткнусь, все развелись уже. А вы, пока не развелись, давайте, вы мне что-нибудь быстренько расскажете. И я, какое-то рассуждение там нарассуждала, как вообще переживать травму, как мой опыт там чего. Хорошая, кстати, была публикация. Сделали мне фоточки красивые. Это был мой первый глянец, между прочим. И практически первая моя публикация еще до всяких ведомостей, где я начала писать с 2013 года, уже после защиты. Но Михаил по-прежнему председатель этого ТСЖ? Да, по-прежнему. А как вы к этому относитесь? Наверное, так же, как он относится к тому, что я тут тоже не дома сижу, а бегаю по городу в компании с вами и рассказываю разное. У людей есть занятия, они, еще раз повторю, являются проявлением их натуры. Я не могу не спросить вас об одной вещи, которая довольно деликатная, но, тем не менее, меня ужасно интересующая. Так. Всякий раз, когда мы с вами касаемся вопросов рациональных, устройства, переустройства, законодательного, разложить по полочкам и так далее, вы прям вообще супер.
Как только мы касаемся вопросов эмоциональных, вам заметно труднее об этом говорить. Тем самым вы мне страшно напоминаете героиню моего любимого сериала «Мост», в оригинальном его изводе. Вы никогда не думали о себе в ключе синдрома Аспергера? Конечно, думала. Как же не думать? Но, думая об этом, я должна сказать, что ничто так не раздражает совершенно справедливо это аутическое сообщество, как приписывание себе диагнозов на основе прочтения статьи в Википедии. Меня никто не диагностировал, поэтому претендовать на то, что я тоже в спектре, я ни в коем случае не буду. Конечно, по ряду элементов семейной истории я понимаю, что у нас это добро есть. То есть вы не первая и не последняя? Нет, я не первая, и, видимо, опять же, насчет не последняя, не знаю, пока деточкам дадим, расцвести в их полную силу и посмотрим. Но я, конечно, нахожу у себя некие черты, описанные в том, что я в состоянии прочесть и понять, но на этом основании что-то на себя наклеивать и требовать для себя особых условий я не буду. Мне больше нравится не диагностирование, а то, что называется, опять же, если я правильно все понимаю, психологией личностными акцентуациями. Эти элементы личности, шизоидный, истероидный, нарциссический, эпилептоидный и невротический, невротик в этой терминологии, это собственно, здоровый это человек. я уже вела. Их еще называют нейротипиками. В каждом есть элементы этого всего, но есть некая доминирующая именно акцентуация, некий элемент, которого больше, чем у других. Шизоидная акцентуация, опять же, это не шизоиды, не шизофреники, истероиды, не истерики, эпилептоиды, не эпилептики. Это надо иметь в виду. Психологи страдают от неправильного употребления своих терминов еще больше, чем политологи. У нас вечно нашу терминологию все своими грязными руками хватают. Но психологам еще тяжелее. Эта мысль иногда меня утешает. Шизоидная акцентуация предполагает то, что в былые времена называли интровертностью, и вообще концентрацию, что называется, на предмете, а не на отношениях. И то, что мой бывший соведущий по программе «Статус» Майкл Наки назвал моим низким эмоциональным интеллектом. Наверное, это правда. Кому это интересно, кому это надо объяснять, не знаю. Я понимаю, что когда я стала, ближе к этой аутической тематике, я с целым рядом НКО в этом отношении работаю и сотрудничаю, так что мне эта тема за последние годы стала более знакома. Там-то я увидела, что такое люди действительно в спектре, настоящие сварщики, не такие, как мы, которые мы устаем от людей. Хорошо, а люди устают от нас. Что теперь? Я, в общем, стала намного аккуратнее пользоваться этими словами, и поэтому я тут, опять же, гордый лейбл Аспергер, вы все разойдитесь. Я Аспергер, а вы кто? Я не буду этого делать, потому что это, опять же, неправильно и может создавать ложное представление о том, как это на самом деле выглядит. Но с тех пор, как Илон Маск, что называется, came out, и про себя я это все рассказал, как это нам всем, может быть, станет дышать легче. Смотрите, даже Илон и Маск и те. Хотя я знаю, кстати, что в родительском сообществе многие, наоборот, разозлились на этого Маска, потому что он своим каминг-аутом тем самым поддерживает легенду о том, что люди в аутичном спектре, высокофункциональные аутисты, это какие-то гении. При том, что те люди, которые с ними на самом деле живут, знают их как людей с большими, инвалидизирующими чертами, которые делают их жизнь очень тяжелой на самом деле, а вовсе не делают их миллионерами. Как говорится, раз на раз не приходится, насколько я понимаю. Раз на раз, да. Да, это хорошо. Поэтому, опять же, не будем диагностировать сами себя по юзерпику, будем аккуратнее, но действительно я вижу, что другие люди какие-то другие. Вы увольнялись из РИА и переходили сразу же прямиком в Государственную Думу. Да, помощником депутата. Во-первых, я не смогла найти помощником какого депутата вы являлись конкретно. Его зовут Юрий Михайлович Нестеров. Он был, собственно, депутатом от «Яблока», заместителем председателя Комитета по информационной политике. Я пришла в Думу на последние месяцы до выборов, и, собственно, он был в Питере, занимался своей избирательной кампанией, а я занималась тем, чем он должен был заниматься в своем качестве заместителя председателя. Вы шли, потому что вам было интересно, как устроена изнутри политика, или вы хотели стать субъектом политической деятельности? Мне было интересно посмотреть, как это работает, эта великая законодательная машина. Мне хотелось, вообще поучаствовать там в чем-нибудь. А там мало ли какой случай подвернется. Поэтому у меня были все мотивы сразу. Я поскакала прямо вообще. Вас пригласили? С энтузиазмом. Да.
Если бы это была КПРФ, или тогда была «Наш дом Россия», по-моему, «Наш дом партия, Россия» была, да. Или это была бы либерально-демократическая партия, вы бы пошли? Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Я, между прочим, в следующем созыве пошла работать в аппарат фракции «Отечество вся Россия», которая не то чтобы... Володин тогда. Какой Володин? Володин был тогда дитя. Его возглавлял Евгений Максимович Примаков. И у него было 2 юных заместителя, первый раз ставших депутатами: Константин Анатольевич Косачев и Вячеслав Викторович Володин. Фракция эта, как вы догадываетесь, была мне совершенно не близка идеологически. Уже тогда не близка? Конечно, не близка. Ну, слушайте, я же смотрела вот эти все дивные телевизионные передачи по воскресеньям. Я болела за наших, которые тогда были наши. Ваши это кто? Как мне удивительно сейчас вспоминать, мои тогда были администрация президента. Мне казалось, что там сосредоточены реформаторы, партия СПС. преобразователи России, партия СПС в терминах партии, а в терминах, что называется, групп интересов, вот они. Волошин был героем моего воображения во многом. До этого, конечно, Чубайс был героем моего воображения. Чубайс, так. Да. Волошин был как администратор. Администраторы всегда мне очень нравились. Мне казалось, что вот они такие тоже не броские, такие гении, творцы истории, не вот эти вот... А вот те закулисные, так сказать, операторы. Я думала вот часто тут и увидеть исторический процесс в близком приближении. Поэтому к вопросу о том, куда бы я пошла, куда бы я не пошла. Мне бы, конечно, больше хотелось куда-нибудь там ближе вот к этим, так сказать, кремлевским звездам, а не к этим каким-то костным и вообще мхом поросшим региональным деятелям. И Примаков Евгений Максимович, не тем будет помянут, не особо мне был симпатичен. Но когда открылась мне такая, так сказать, возможность, то я тоже поскакала, потому что, как же, в Думе же работали же. Задний вход Государственной Думы. Вход в так называемое новое здание. Которое тоже такое советское, с ракушечкой. Позднее советское, да, достаточно современное относительно старого здания, которое смотрит на Охотный ряд, и которое можно видеть в фильме «Цирк», когда там колонны женщин, одетые в белое, проходят, так сказать, распевая песни по красавице Москве. А вот там видно это здание, тогдашний Госплан. Я читала одно из ваших высказываний в соцсетях, где вы пишете, что... Судя по всему, нравы нынешние в Госдуме совершенно не изменились по сравнению с тем, как я там работала. Вы знаете, никогда нельзя обобщать, ссылаясь на индивидуальный опыт. Потому что если бы я ссылалась на него, то я бы сказала, что нравы в Госдуме были в высшей степени, так сказать, мирные, гуманные. К одиноким 20-летним девушкам никто не приставал никогда в жизни. Не то, что не приставал, слова дурного не сказал. Даже матом не ругались, особенно в рабочей обстановке. Вот как-то так ходили гуськом в столовую и обратно. И трудились по мере возможности там, за компьютерчиками своими, чего-то печатали. Потом уже, опять же, постфактум выяснилось, что в это время тут этот зловещий Слуцкий под елочкой скакал, рысцой пробегал, кого-то страшно обижали, тут царили какие-то вообще безобразия. Я этого ничего не видела. Но из того, что я этого не видела, совершенно не следует, что этого не существовало. Из страшных думских историй могу рассказать следующее. Значит, конец 2-го созыва. Я сижу помощником депутата. Комитет по информационной политике сидит на 11-м этаже. Я сижу в кабинете депутата. И выборы уже прошли. Я уже знаю, что мой, значит, проиграл. И прихожу на работу и вижу, что вот эта вот ковровая дорожка вся залита такими темно-коричневыми пятнами. И спрашиваю, так сказать, коллег по коридору, а что тут такое? Тут мясо кто-то нес из магазина, оно, значит, потаяло. И мне рассказывают следующее, что в соседнем кабинете сидит помощник депутата от ЛДПР, который является братом этого депутата. Он у своего брата помощник. И он узнает, что брат его проиграл выборы. И это производит на него угнетающее впечатление, после чего он, видимо, напивается, бросает принтер об окно, режет себе, значит, руки и, заливая все кровью, бегает по коридору, гоняясь за какой-то несчастной сотрудницей аппарата, которая на свою беду еще и привела дочку на работу. А в это время в коридор выбегает буйствующий помощник депутата, разочарованный результатами выборов в одномандатном, видимо, округе. И, значит, они запираются от него в каком-то рандомном кабинете, а он носится по коридору, поэтому тут все, значит, в окровавленных пятнах, а также слышится рассуждение о том, сколько стоит стеклопакет, порушенный вот этим вот киданием в него принтера. Другой депутат от ЛДПР в ходе какой-то вечеринки, так сказать, высунувшись из окна, уронил удостоверение на крышу, вот здесь вот, а потом ползал и его, значит, добывал. Было такое. Уже, между прочим, в более цивилизованные времена, когда я уже работала во фракции «Отечество вся Россия», у нас был сотрудник из косачевских людей, какой-то мидовский чей-то сынок, который тоже оказался чем-то разочарован и крушил технику.
Я сама этого не видела, но я помню, как я прихожу на работу, и я, значит, подхожу с ключом от кабинета к кабинету и вижу, что стоит, так сложивши руки, стоит уборщица и ждет меня. Я говорю: здрасте, а что такое? Она говорит: посмотрите. Я открываю дверь, и там весь пол кабинета усеян кнопочками от клавиатуры. То есть этот человек, опять же, почему-то на копировальную технику обрушивался гнев сотрудников. Во-первых, он вывернул ксерокс наизнанку вот так вот, а во-вторых, он взял клавиатуру и выковырял из нее все буквочки и усеял ими... Слушайте, какая нервная работа у депутатов. Вот, ну, видите, да, это не депутаты, это все аппаратчики. В процентном соотношении сколько людей, которые вот в этом здании находятся, составляют депутаты, а сколько те, кто обслуживает их жизнедеятельность? Депутатов 450 человек. Да. Они все одновременно никогда не являются на работу, иначе здание этого бы не выдержало. Когда в этом созыве спикер Володин попытался их принудить соблюдать дисциплину, то отказали лифты и столовый буфет немедленно, потому что оно просто не рассчитано на то, что все это как все вкладчики придут в банк за своими вкладами, да, банк рухнет. Подождите, но по-хорошему они должны все приходить на заседание, голосовать, должны. потому что они принимают законы, по которым мы в итоге живем. Да, живем и мучаемся. Это все правда, но это, что называется, малореальная ситуация. Хотя должны. Мы все время жалуемся на Государственную Думу, что это вот бешеный принтер, они в таких количествах публикуют законы, по которым потом невозможно жить. На самом деле, вот эти 450 человек депутатов, они, ну, хотя бы одним глазком читают эти законы? Александр Алексеевич Котенков, представитель президента в Государственной Думе, был известен таким афоризмом. В Думе 150 человек занимаются законотворчеством, 150 занимаются своими делами, а 150 ничем не занимаются. Фраза, достойная Ларфуко, я считаю. Я думаю, что он немножко преувеличил первую категорию, но по моему опыту в каждом созыве есть 80-100 человек, которые вот эту законотворческую машину движут. То, что мы видим, там законы репрессивные, которые обращают на себя внимание, или какие-то нарочито идиотические, это как немножко как политические приговоры в суде, меньше процента. В основном суды чем занимаются? Кражами. Самое распространенное преступление в Российской Федерации – кражи. Чем занимается в основном Государственная Дума? Два самых изменяемых у нас законодательных акта – это кодексы налоговый и об административных правонарушениях. 150, которые занимаются своими делами, это, с одной стороны, люди, которые, ну, что называется, выступают на публике. Они часто являются фронтменами шумных законопроектов, которых они даже не читали. Ну, кстати, хороший пример. В прошлом созыве был такой депутат Тарнавский, депутат от «Справедливой России». Может быть, помните такого. Он был одним из соавторов, одним из двух соавторов закона о нежелательных организациях. И когда этот законопроект шел, то этот депутат Тарнавский всем рассказывал, всей прессе, что он предназначен для того, чтобы воздействовать на коммерческие организации, чтобы у нас был ответ на санкционную политику других нехороших стран, обижающих Россию, чтобы мы могли тут тоже, значит, какие-то коммерческие структуры обидеть. Ему говорили: депутат Тарнавский, это же против НКО будет применяться. Он говорит: нет, каких НКО, это про коммерческий сектор. Закон был принят, естественно, никакой коммерческий сектор им не затронут, касается он исключительно НКО. Депутат Тарнавский, потеряв мандат, внезапно прозрел и теперь ходит по прессе и рассказывает, что вы знаете, а меня-то ввели в заблуждение, я-то искренне верил, что это вот про это, а оказалось-то про то. То есть он не читал. Он подписывал закон, получается, который он не читал. Может быть, он его читал, но не понял. Так тоже бывает. Так, вы с распущенными будете волосами? Нет, я не буду с распущенными волосами, я буду всегда ведьма Урсула из этой самой, из «Русалочки». А вот как было? Можно как было вернуть? Как было? Это МакГонагал. Такой... пучок. Да. Слушайте, я не по Гарри Поттеру, я по Толкину, поэтому я не знаю этих ваших товарищей. Но, значит, я просмотрела с детьми первые 3 серии. Дальше старшая дочь сказала, что дальше нельзя смотреть с маленькими, потому что там насилие. Вот, поэтому мы не смотрели. Ваша любимая детская книжка – это Тарли, история про Тамерлана. Это хорошо, потому что такая же точно шутка есть у Вяземского в старой записной книжке. Там, значит, говорится о каком-то дворянине, который, удачно женившись во Франции, стал, значит, всем говорить, прибавлять к любому своему рассказу: «Мой дядя Толеран». На что кто-то ему сказал: ты любезнейший, наверное, хотел сказать: «Мой дядя Тамерлан», потому что он был какой-то татарин. Вот такой вот юмор. Сейчас еще можно говорить: «Мой дядя Толерант». Это как даже опасно, пожалуй. Значит, Толеран – это правда действительно важный персонаж вашего детства? И Тарли вместе с ним? Тарли – важный автор моего детства, да. Папа мой был в некотором роде, так сказать, бонапартистом. А у него была прям некая библиотека, в общем, набор книг о французской революции и о Наполеоне. И там почетное место, как это называется, занимал, естественно, Тарли, был еще Манфред. Много всего, да. Потом, когда я уже стала взрослой девушкой с большими деньгами, я купила в антикварном отделе
отделе магазина «Москва» на Тверской 10-томное собрание сочинений Тарля. И тащила его вместе со своей подругой до дому с большим трудом. Но у меня оно было от рождения. Check your privilege, как это называется нынче. А у меня вот не было. Но, опять же, у меня была книжка, собственно, «Наполеон», «Толеран» и сборник под названием «812 год», в котором были разные другие еще статьи, там, зарубежные походы русской армии, про Кутузова. Вот, это я все читала. Тарли меня действительно совершенно зачаровал. В нем есть еще и стилистическое обаяние. Да, он прям прекрасный. Супер рассказать. Но почему не «Наполеон», а «Толеран»? Наполеон всегда романтическая фигура, да, это проигравший в войне, и сердце должно ухать. Как и у Марины вот он Цветаевой. Да, и вот он на острове Святой Елены, и вот у него все плохо. А Толеран – это же все-таки хитрый лис. Я не очень знаю, чем это объяснить, но Наполеон все-таки как солдат, а Толеран – интеллектуал. Он, конечно, не называл бы себя интеллектуалом, он бы, так сказать, он себя воспринимал как, скорее, так сказать, аристократа. Аристократы не бывают интеллектуалами, за редкими исключениями. Он, говорят, по-французски писал со страшными ошибками. Но это человек, который не махал шашкой, ни на коне не скакал, вообще был, опять же, несмотря на свою долгую жизнь, физически довольно хрупок, и, как, опять же, как Вольтер, который вечно болел и собирался помирать, а прожил дольше всех. И при этом участвовал в политической борьбе посредством, опять же, головы своей, а не каких-то других способностей. Наполеон тоже, конечно же, не потому стал, так сказать, сдержавцем полумира, что он физически был сильнее всех остальных вражеских армий. Да, дело не в этом, но он все-таки, опять же, социально далекий персонаж, поэтому как-то вот его совсем не то что идентифицировать. Толеран плохой. Своеобразных моральных качеств человек. Соглашусь. То есть вам нравится эта вот хитрость, да, вот это интриганство, манипуляторство? Он был человек мира и не очень сочувствовал завоеваниям своего начальника. Он был именно дипломатом в том смысле, что, опять же, кстати, что интересно, в юные годы мои мне нравилась внешняя политика. Я уж не знаю, что здесь было первым, что вторым. Сначала был Толеран, а потом внешнеполитические мои интересы. Но это довольно быстро закончилось, потому что внутри страны все стало так ужасно увлекательно. И я ушла, вот, опять же, внешних сношений к внутренним, и правильно сделала, потому что внешнеполитические эксперты святые люди, но как это, я не завидую их хлебу. Кто сейчас Толеран в русской политике? Нет, да ну куда нам, Бог с вами. Нет, нету таких, наши люди. Дикие, довольно просто устроенные, и, опять же, пока никто так долго не живет. Если быть, опять же, стараться быть объективными и не исходить из персональных симпатий, Примаков был немножко этого типа человек, может быть, смутно был похож. Но он был уж очень советский. А советские люди ни на кого не похожи. Им нет ни предшественников, ни, Бог даст, последователей. Это форма жизни иная, своеобразная. Да, интересно, я ведь с ним просто-таки работала и не симпатизировала ему. Евгению Максимовичу? Да. Опять же, что значит не симпатизировала? То есть даже там интеллект, но он же все-таки очень образованный человек был. Он был аппаратчик. Да. Это очень... Хотя, да, мой-то герой тоже был. Да. Царедворец, лукавый царедворец. Да, слушайте, это интересно, мне не приходило это в голову. Может быть, когда мы видим это в натуре, то нам это совсем не так нравится, как когда мы это видим в книжке. За 7 лет вашей работы чему вас это научило? Я люблю аппаратную работу. Сейчас по мне этого не скажешь, но мне нравилось на госслужбе. Нравилось на госслужбе? Нравилось, конечно. Я же такой немножко этот самый Каренин Алексей Александрович по ряду параметров. Опять же, от меня пока жена не ушла, так что, видимо, это сходство не является избыточным. Но, тем не менее, я люблю, во-первых, бумаги, на которых что-то написано, тексты. Мне нравится регламент и исследование ему. Вообще упорядоченные процессы, которые можно изучить и понять, как они происходят, так сказать, с точки зрения формальной, а как с точки зрения сущностной. Так что для нас, нашего брата-шизоида, государственная служба просто родное место. Чему меня там это научило? Меня это научило, это показало мне, как работает государственная машина, что она может, чего она не может, какие люди движут ею и движимы ею. Я, конечно, стала понимать то, что я потом использовала для своей преподавательской работы, собственно, законотворческий процесс изнутри. Я могу этому учить теперь. И, что называется, норме и практике. Вот это вот было полезно. Сказать, что я там завязала какие-то знакомства, которые прям, что называется, сформировали мою дальнейшую жизнь, нет, не могу.
Ну и кроме того, как сказал Владимир Владимирович Набоков, главное достоинство преподавательской работы – доступ к библиотеке и длинный отпуск. Вот одно из главных достоинств работы на госслужбе – регулярные выплаты зарплаты и, в общем, некоторое количество свободного времени. Я начала писать в ЖЖ. Опять же, мне тогда казалось, что я страшно много работаю, и, наверное, это было так, но я была девушка бессемейная, никто особенно на мое время не претендовал, поэтому у меня была возможность вот как-то заниматься всеми этими интеллектуальными играми, от которых произошли потом разнообразные последствия. Как так получилось, что в 99-м, получается, году вы приходите сюда, да, и еще есть разнообразие партий, Да. и еще есть люди, которые... Не потому что им там дали разнарядку сказать, что они против, а они просто против. Они встают и говорят, что они против. И вдруг, значит, вот мы в 2021 году, тут уже никто ничего не говорит, но когда вы уходите в 2007 году... В 2006, да. В 2006 году, да, уже нет людей, которые что-то могут сказать не так. Ну, смотрите, третий созыв, который я полностью провела в Думе, что называется, от начала до конца, до сих пор кажется мне идеалом парламентского разнообразия. Это, по-моему, 6 фракций, 4 депутатские группы, 10 депутатских объединений. А еще никакого большинства. Собственно, начинается конструирование этого большинства из 4 так называемых центристских депутатских объединений, 2 фракций УВР и Единства, еще нет Единой России, и 2 групп Народный депутат и Регионы России. Ходит юный Сурков по Думе, так сказать, по тупе очи долу, такой весь похожий на переодетую восточную девушку, очень загадочный, что-то про него рассказывают, какие-то истории. Мне тоже все это тогда казалось очень романтическим и увлекательным, потом оказалось, что ничего романтического и увлекательного в этом нет. Ну, надо сказать, кстати, мое разочарование наступило несколько раньше, и не по политическим мотивам мне, по большому секрету, показали его, принесли распечатку стихи. Вам стихи Суркова не понравились? На этом мое девичье сердце, конечно, прекратило биться. Я многое могу простить, но дурных стихов простить нельзя. Собственно, дурной прозы Вот сейчас у него прямо из сердца кровь потекла. Ничего не поделаешь. Есть вещи, которые являются действительно важными. Пытались ли вас когда-нибудь купить? Это вот эти люди, которые присылают в Телеграм-сообщения, размещаете ли вы рекламу и за столько? Нет. Это вот эти политологи, которых мы раньше знали как политологов ужасно либерально настроенных, потом мы знали их как политологов ужасно демократически настроенных, и сейчас мы знаем их как политологов ужасно провластно настроенных. Пытались ли вам когда-нибудь предложить режим благоприятного для вас экономически сотрудничества с властью? Это, опять же, как история про харассмент в Думе. Опять же, хоть бы кто дурное слово когда сказал. Сейчас, дайте я вспомню, кто же меня домогался-то когда. Боже мой. Ну вот смотрите, например, я просто пытаюсь понять, является ли это, подходит ли это под ваше описание. С небольшой, так сказать, паузой 2 людей, с которыми я знакома, коллеги мои, аккуратно мне сказали, что вот есть такая возможность, значит, с внутриполитическим блоком администрации как-то так подружиться, чтобы время от времени что-то у себя размещать. Никакие цифры не были названы ни в коем случае. И мне было сказано, что это вот так делается в таком деликатном, так сказать, модусе, что там какие-то 5 сюжетов на выбор тебе предлагают, ты выбираешь тот, который тебе ближе, и вот что-нибудь такое пишешь про это. Я сказала, спасибо большое, я буду знать, что есть такая опция. Это все? Все. Больше никаких, извините. Я бы рада вам рассказать страшную историю. Как меня покупали, трясли передо мной там золотыми мешками, а я все отвергла и ушла босая на улицу. Ну, что было, вот это рассказываю. А вы бы хотели участвовать в принятии или формировании решений судьбоносных, которые происходят там в администрации или президента, или в каких других принимательных решений органах? Конечно. Когда открывается хоть какая-то возможность, я лезу туда обязательно. Я этим занималась, когда я была в СПЧ. Уже безо всякого СПЧ я этим занималась, что называется, в меру сил своих. По закону о домашнем насилии, по закону о распределенной опеке, закон о просвещении. Я ходила в ЦИК. Вот когда меня приглашают в какой-нибудь госорган, я обязательно туда иду. Слушай, я ходила в цирк, думаю. И в цирк пошла. Нет, в цирк не хожу. Варварское, грубое развлечение. Давайте обидим кого-нибудь. Это же у нас такое мирное интервью, никого не оскорбили. Еще кого-то оскорбить. Нейротипиков оскорбили, нет? Нет. Да, уже оскорбили. Оскорбили, окей, уже хорошо. оскорбили. Тогда ладно, значит, а то без этого что за на цирке мы будем солидарны. Да, вы тоже не надо. Вот зоопарки жалко, что закрывают в Европе как жестокие по отношению к животным. Я люблю зоопарки. Они как бы как, с одной стороны, как парки, там можно гулять, с другой стороны, смотреть на зверей. Вот я была недавно в зоопарке в Ростове.
На Дону. У нас там была слониха Мелания, может, она уже и умерла. Мы видели там слона серого, не разглядела, какого полу. Вот. Дети мои ужасно впечатлялись. И знаете, что интересно? Он или она вот этим хоботом своим ужасно ловко поднимает маленькие предметы. Младшая дочь моя сказала, что у него как щипчики. Так она же банан рвет. Вот или он. Это даже не так изумительно. А вот ей там какую-то кидают бараночку, и этот хобот, из него делают такие 2 пальчика. И вот так раз поднимают. Это прямо так интересно. Мне однажды слон за бедро ущипнул. Я знаю, как они это умеют делать. Хоботом? Хоботом, Вот да. видите, вот у него как пятачок у свиньи, только вот еще вот так вот может... К вам даже слоны домогаются. Так вам депутат не помогает. Вообще. Вы сравнили депутата и слона. Подождите, почему мы... цирк, все, ЦИК, Центральная избирательная комиссия. Поэтому, когда меня приглашают в какое-нибудь государственное мероприятие, где можно выступить, я обязательно иду. И даже каким-то страшно ранним утром в общественную палату к 9 утра ездила, у меня до сих пор, я восхищена своим гражданским подвигом. Выступаю, участвую. Насколько могу, участвую. Вам ваша популярность в тягость или вам все-таки нравится, вы в ней купаетесь? Слушайте, моя популярность вообще находится в пробирке. Маленькой-маленькой пробирочке. Какая уж у меня там особенная популярность. Где-то вот в этом, так сказать, узком русскоязычном сегменте великого интернета, в его узкой части, которая слушает лекции полуторачасовые, есть люди, которые имеют терпение слушать меня. Послушайте, вы теперь уже высказались и про компьютерные игры, и подключилась к вашим фанатам еще армия геймеров сумасшедшая. Не знаю, не видела. Я знаю, что я это говорю. Видела. Они так обрадовались, бедные, да, и стали мне что-то писать. Видимо, они доброго слова не слышали ни от кого вообще никогда. И когда я сказала всего лишь то, что давно известно вообще всем социальным наукам вместе взятым, они прямо так были благодарны. Я даже несколько растерялась. То, что вы сказали о том, что игры компьютерные понижают агрессию? Снижают преступность молодежную, да. Да, это же правда. А никому не приходило в голову это странное совпадение, что вот в тот момент, когда начали распространяться компьютерные игры, насильственная молодежная преступность вдруг пошла вниз. И это продолжается уже 20 лет с лишним. Нет, тут ни у кого не связывается, нет, одно с другим. Напротив, вам все расскажут о том, что они сначала играют в Doom, а потом идут всех убивать. Идут всех стрелять, да. А раньше бывало, как это, казанская молодежная группировка наиграется в Тетрис и давай арматурой-то молотить друг друга. Понятно. Вы создали целое учение о смешариках. Чем завоевали... Буду тем любезен я народу. Да. Меня страшно волновал один вопрос во всей этой... То есть я прочитала иерархию. Да, согласна. Я считаю, что этим можно тоже как-то описывать людей. Значит, типология смешариков по Шульман. Боже мой. Но интересует меня вот что. Вы смешариков с детьми смотрели или сами? Когда дети не видят, я их тоже смотрю. Нет, я, конечно, с детьми смотрю. То есть вот вас натолкнуло на эту мысль какой-то совместный просмотр? Вы знаете, мне рассказала моя подруга, у которой дети старше моих, что вот есть такая замечательная вещь, которая учит детей, в том числе, разговаривать, потому что там богатый словарный запас, и там такие привлекательные, яркие герои, которые при этом обсуждают не совсем детские вещи. И тогда я как-то стала это смотреть. Но да, вы знаете, нет. Первые просмотры были у меня, ради меня самой, когда еще даже старшая моя дочь была слишком мала для этого, а малышарики еще не появились. Поэтому начала я, наверное, сама смотреть, а потом уже детей вовлекла я в это, да, приходится признать. Можно было свалить всю ответственность на детей, но не будем этого делать. Вот это да! Я помню, когда вышел диснеевский мультфильм этот «Рапунцель», который «Tangled», мы его с мужем смотрели совершенно вдвоем. Старшая дочь наша была еще младенцем и не могла ничего такого длинного воспринимать, а мы сами смотрели. Я, да, интересуюсь этим видом творчества. Слава богу, хоть последние годы нашей цивилизации внутри нее стало разрешено взрослым интересоваться детскими всякими предметами. Это уже теперь не кажется признаком слабоумия. Но не кажется ли вам, что вы в смешариков вчитали, всмотрели тот смысл, который авторы смешариков не подразумевали? Не уверена. Это не простое произведение. Слушайте, литературные аллюзии, которые там находятся, совершенно очевидны. Там есть серия, полностью построенная на мотивах защиты Лужина. Это я не придумываю, это там просто есть. Называется «Шахматы». Посмотрите. Я знаю эту серию. У меня после этой серии ребенок как раз захотел играть в шахматы. Но я не уверена, что она построена прямо по защите Лужина. Ну, просто герой сходит с ума на почве шахматной партии, которую он видит в проявлениях реальной жизни. Ему мерещится... Это общая история среди шахматистов. Нет. Дерево или что там, какой-то элемент забора становится ладьей. Это из защиты Лужина. Так что нет, как это... Уж позвольте мне иметь на этот счет определенное мнение. Так что сценаристы там дело свое знают. Вы
своими как-то кинематографическими изысканиями, кинокритическими изысканиями занимаетесь параллельным курсом со сценаристами смешариков? Или вы все-таки иногда с ними хотя бы обсуждаете, что вы там увидели? Вы знаете, когда я вот это видео выпустила свое, то мне писали люди, которые говорили, вот я делала там первый сезон, а вот я там... Алексей Лебедев, по-моему, основной сценарист, Да. я совершенно с ним не знакома, не знаю, кто это такой. Есть некоторые другие там, которых уже, так сказать, начинаешь узнавать. У них есть свои индивидуальные творческие манеры, да, можно пытаться угадать, кто именно писал эту серию. Нет, ко мне никто не приходил. Опять же, я не амбассадор смешариков Российской Федерации. Да, Я да, не но получаю никаких обсуждали ли денег. вы с ними? Нет, никто со мной ничего не обсуждал. Я думаю, что они живут совершенно в своей другой вселенной, где меня не существует. Мне так кажется. Есть ли вселенная на свете, где не существует Шульман? Так, ладно, понятно. Значит, нас сейчас ждут выборы, да, в сентябре. Да. Вы верите в то, что в эти выборы что-то несогласное и что-то противное доминирующей идеологии может проникнуть в Государственную Думу? Вы знаете, насчет противного доминирующей идеологии трудно сказать, потому что никто не знает, какова доминирующая идеология. Она, скажем, мерцающая. Она состоит из некой очень обобщенной антизападной риторики, из того, что на этом уровне называют патриотизмом, понимая под этим уважение к начальству до тех пор столько и до тех пор, пока оно является начальством. Вот это вот, собственно, патриотизм и есть в его нынешнем изводе. А в целом я бы представляла себе эти выборы несколько похожими на федеральном уровне на московские выборы 2019 года. То есть никакие альтернативные кандидаты не допущены, при этом протестное голосование существует, явка относительно невысока, но, так сказать, бенефициаром протестной явки являются системные партии, допущенные партии, но какие-то новые люди появляются в составе парламента, которых там до этого не было, и они не разрушают большинство сохраняется, лояльное большинство сохраняется, но они, что называется, так сказать, делают эту политическую площадку чуть более видимой, чем она была до этого. Вот какую-то такую. Прогноз закрепили. Такую историю, да, можно себе представить, если эти люди будут не, скажем так, не теми, кого мы бы с вами могли хотеть там видеть, а каким-нибудь Бородаем условным, это тоже сделает Думу более заметной, менее тихой, чем она была до этого. Не более того, но, что называется, и не менее того. Кого бы вы там хотели видеть? Я бы хотела видеть там тех, за кого люди проголосуют. Себя бы хотели видеть? Мне это интересно, я знаю, как это устроено, а я не знаю, способна ли я была бы даже в, так сказать, более мирные времена выдержать избирательную кампанию. Это все-таки большой труд, в том числе физический. Для этого нужно то, что называется стамина, по-английски, слово у которого не совсем нет, есть русский аналог. Это не терпение, и не выдержка, не выносливость, но вот нечто все это вместе. Я все-таки, такое несколько астеничное создание, я могу поломаться. Поэтому не знаю, вот опять же, если бы представить себе, что желание выдвигаться в депутаты не карается, уголовно не преследуется, как сейчас, то можно было бы размышлять, вот если опять же себе вообразить, как в этой нормальной ситуации я сажусь и размышляю, то я думаю, что там это дорого, это страшный труд, это такие вынутые из жизни не просто месяцы избирательной кампании, а там литры крови. Вот зайду ли я на такое? Но я бы, наверное, как-то думала на эту тему. Но в эти выборы Нет, эти выборы не имеют ко мне никакого отношения. Никто не звал, давайте зафиксируем. Ко мне много кто ходит, как это записано в дневнике Льва Толстого. Приходили мужики, спрашивали про смысл жизни. Рассказал. Вот ко мне приходят мужики, спрашивают про смысл жизни. Самые разные, я всем рассказываю. Но никаких тайных переговоров, никаких секретных предложений мне никто не делал, никаких тайных переговоров со мной не вел. Вы все время говорите о том, как, значит, вы жертвуете собой, ваш муж жертвует собой, все жертвуют собой. Ладно, я перефразирую. Да. Но, тем не менее, ваши усилия направлены на то, чтобы спасти Россию. Каким образом вы собираетесь? Я не говорила. Вы сказали. Это было необходимо для спасения России, для этого было все затеяно. Это была шутка, как это в «Пиковой даме». Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить, сказал Герман Сурова. Я Герман Сурова. Вы Сурова Герман, Значит, да. Герман Сурова говорит, как вы собираетесь спасать Россию и вообще, как вы себя видите вот в политическом, может быть, контексте России там ближайших 50 лет. 5-10, не 50. Не 50, я уже думаю, 50, можно и об этом подумать. Опять же... Какая же вы оптимистическая женщина. Нет, это может быть и перебор. Вообще, конечно, чего ждешь от бурно развивающейся современной медицины, это все-таки продление срока жизни. Мало мы живем, мало. Вот хочется каких-то нормальных, так сказать, годов, в которые можно работать, не отвлекаясь на репродуктивные приключения и при этом не отвлекаясь на Альцгеймера. Вот какой-то такой срединный... Это очень короткий промежуток. Вот видите, в чем проблема?
только тут закончил, понимаешь, грудное вскармливание, уже тебе там машет бабушка деменция. Хорошо ли это? А когда? Работать когда? А вот это все полезное делать когда? Так Книжки писать. Что вы собираетесь делать полезное? Вот что бы вы хотели сделать? Я в этом самом обозначенном вами горизонте от 5 до 10 годов надеюсь продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Я хочу преподавать, и я хочу больше писать, чем, опять же, хлопать крыльями по эфирам. Надо мной висят, как это, часики-то тикают. Я вам говорила в Эрмитаже, что есть свадьба в семьях попроще, то у нас это получение ученой степени. И через некоторое время, как и бывает в семьях попроще после свадьбы, тебе говорят: ну хорошо, замуж-то ты вышла, а детки когда? А если детки, то а второй когда? То теперь я уже думаю, значит, я защищалась в 2013 году. Скоро будет 10 лет. В моем возрасте простым кандидатом ходить уже как-то нехорошо. К 50 надо все-таки иметь следующую степень. Как бы это было бы правильно. А это значит иметь аспирантов, ну, потом. Какую-то формировать, прости господи, научную школу, да. Не только учить студентов, но и учить тех, кто будет учить студентов. В общем, как-то имплантироваться в сознании народном, чтобы потом тебя оттуда уже не выковыришь. Это вот, собственно, работа просвещения. Конечно, все наши интервью и разговоры действенны сейчас, и я не буду это обесценивать или недооценивать, это важно, это тоже власть над умами, главная лучшая из властей, самая прочная, но остаются все-таки книжки. Надо их как-то, да, надо. А для этого, как по проклятию взрослой жизни, для того, чтобы заняться чем-то, нужно из этой клеточки графика выкинуть что-то, что в нем уже есть. Свободных клеточек не бывает у взрослых людей. На каждую их единицу времени множество претендентов. И это не просто какие-то там левые претенденты, а это все, там, опять же, начиная от наших детей и заканчивая нашими студентами, это все те обязательства, которые мы не можем с себя снять и, в общем, и не хотим. Но нужно выстраивать приоритеты немножко иначе и оставлять больше времени на какую-то такую более фундаментальную работу, меньше предаваться, упиваясь неприятно хмелем светской суеты. Все-таки у нас сегодня день цитирования Пушкина. Ну и ладно, значит, будем Пушкина цитировать. Что ж теперь? В публичной политике вы себя видите? Ежели чего-нибудь повернется как-то иначе, в изменившихся обстоятельствах будем рассуждать иначе. Но что здесь важно? Я очень проповедую отказ от вот этой вот стратегии выжидания. Давайте подождем, пока кто-нибудь помрет, а там-то мы и вылезем, значит, с-под стула. Если вы все это время будете сидеть под стулом, то когда вы вылезете, вы поймете, что вас никто не знает, про вас все забыли, и жизнь идет совершенно в другую сторону, и вы не имеете к ней отношения. Поэтому вот в эти, так сказать, периоды упадка, застоя и, так сказать, ожидания конца эпохи и начала другой, чрезвычайно важно продолжать присутствовать. Вот присутствовать. Дочь моя старшая, когда была маленькая, когда-то, помню, мы в машине ехали, задалась вопросом, в чем, так сказать, смысл жизни. Вот. И был у нее 2 таких ответа. Она говорит: смысл жизни в том, чтобы существовать. Ну и, естественно, спросили: существовать зачем? А чтобы присутствовать. Вот это один из лучших ответов, который я знаю. Смысл в том, чтобы присутствовать, а не отсутствовать. Это, так сказать, ответ на вопрос о родительстве, опять же, публичной политике, непубличной политике, преподавательской деятельности, о чем угодно. Надо присутствовать. Вот это вот важно. В какой форме вы будете присутствовать, надо выбирать. У каждого, у разных типов присутствия разная цена. Не всю цену мы можем платить. Тактика, так сказать, абсентеизма, тактика отсутствия в ожидании светлого завтра самая бессмысленная, самая убыточная тактика. Мало того, что, опять же, про вас потом никто не вспомнит, так вы рехнетесь за время этого бессмысленного ожидания к чьей-то там смерти. И вам уже никакая новая заря свободы вам просто не принесет пользы, потому что вы перестанете быть функционирующим человеческим существом. Странно было бы вас спрашивать, вас, человек, которому все время предлагают стать президентом, но как вы считаете, могла ли бы в России женщина быть президентом? Легко. И могла бы, и вполне будет. Вполне. Более того, наступающий век вообще век женской власти, что не всем понравится. Не в смысле мужчинам не понравится, а в смысле это не... Но главные антифеминисты – женщины. Не то чтобы главные. Антифеминисты бывают и женщины, и мужчины. Вообще всякие убеждения распределены довольно ровно по популяции. Но надо сказать, что по нашему закону о домашнем насилии тут, конечно, межполовые различия довольно большие. Женщины преимущественно за. За женщины и МВД. Еще у нас есть союзник в этом вопросе. Вот, а остальные против. Пока видите. Женщина-президент. Что это изменит в России?
Вы знаете... Это вообще важен пол в этой истории? Нет, пол сам по себе не важен, важна ротация, изменения. И было бы нам, так сказать, великим для нас историческим благом, если бы мы могли избрать на выборах себе президента, а также могли избрать бы на выборах себе мэра, а также себе депутатов. Это изменило бы действительно жизнь радикальнейшим образом. Вот это важна избранность. Или, как говорят наши братья-политологи, репрезентативность, а не пол, не возраст и даже не социальная принадлежность. Поэтому женщина, я думаю, вполне будет. Россия, во-первых, страна с прекрасной традицией женской власти. Во-вторых, это отвечает духу, так сказать, наступившей уже эпохи. А вот эта вот железная няня, которую я все пытаюсь в своих последних лекциях как-то описать, вот эта новая, несколько удушающая власть, которая ограничивает тебя ради твоего же блага, это такая немножко мамочка, которая тебе говорит, что там шапку надень, шапку надень. Это Екатерина II такая. Немножко. Екатерина II была реформатор, дай бог нам такого. Вот это вот самая женская власть, в отличие от мужской власти, которая строит подданных в колонны и ведет их на войну, в первую очередь, экспансионистская власть, направленная на расширение. Да? Женская власть направлена на сохранение. Между прочим, ее элементы мы видим уже и сейчас, вполне в исполнении мужчин. Да? Кругом опасности, всякие враги. Безопасность – это новая религия. Мы вас бережем, стережем, а вы, значит, не понимаете сами своего блага. Но надо сказать, что страны, которые руководимы женщинами, показывают лучшие результаты в борьбе с ковидом, чем страны, руководимые мужчинами. Есть и такие, да. Есть и такие у нас, так сказать, параметры для сравнения. Вообще, вот если нарисовать, так сказать, хорошую картину прекрасной России грядущего, то счастье наше, конечно, лежит в скандинавском направлении, североевропейском. У нас вечно сравнивают то с Америкой, то еще с каким-то воображаемым Западом, как будто существует такая общность Запад. А на самом деле в наших северных широтах, в нашем непростом климате вот этот вот скандинавский социализм, в общем, является наиболее подходящим формой общественного устройства, если мы можем себе такое позволить. Если бы вы стали президентом к радости всех ваших обожателей, то первые 3 решения, которые бы вы приняли? Вы знаете, по нынешней Конституции действительно президентом никому не надо становиться. Ни мужчине, ни женщине, ни трансгендеру, ни кролику, никому. Потому что это противоестественная концентрация полномочий. Это просто опасно и не нужно. Поэтому для начала нам придется... Опять же, я уже начинаю отвечать на ваш вопрос, сначала сказав, что нет, не надо, никому не надо становиться Это понятно. Тут не было ни одного человека, который сказал бы, да, я действительно думал об этом, так вот. Никто не хочет, место занято, мы все понимаем. Да. Но гипотетически, если бы вы стали президентом, вот первые 3 решения, которые вы бы приняли. Декрет о мире, декрет о земле и декрет о небе. Нет, не надо, так не надо. О печати был 3-й, по-моему. Тоже хорошо. Смотрите, нам с вами нужно будет провести довольно серьезную законодательную реформу. Тут я тоже, опять же, почему мне не надо становиться президентом, у меня ужасный перекос профессиональный, специалист подобен флюсу, я во всем вижу законодательство, поскольку я этим занимаюсь. Вот мне кажется, что вот только норму-то законодательную измени, сразу вся жизнь пойдет по-другому. Во многом это действительно так, но при мне нужны какие-то еще другие люди, не при мне в смысле, при мне, а вот, так сказать... При вас, президенте. Не, нормально, окей, мы рассматриваем ситуацию, как Хорошо. Она будет. Один человек не может всем вот этим вот руководить. Вот я вам, видите, вы думаете, я тут молодец такой, я вам говорю, каковы мои, так сказать, личностные акцентуации, крайне своеобразные. Я понимаю, что государственное управление не сводится к изменению законодательных норм, хотя во многом состоит из этого. Мои наблюдения говорят мне об этом. Законодательство наше надо нам починить. Конституцию надо почистить от вот этой ерунды, которую на нее там понаклеили. По счастью, скелет ее остался, то есть, так сказать, перекрытия стоят, но там на обоих... То есть Конституция 93-го года вас вполне себе устраивает. Ее тоже можно как-то вот, так сказать, улучшить, потому что в ней имеется перекос в сторону исполнительной власти. Она писалась людьми с глубоким недоверием к парламентаризму, понятно, по опыту 93-го года. Но этот, так сказать, бунтажный парламент остался в далеком прошлом. Нам до этого далеко-далеко. Не этого надо опасаться. Поэтому какие-то элементы парламентской демократии необходимо туда вводить. Естественно, сроки полномочий президента и Думы избыточные, слишком длинные. Полномочия президента чудовищно
велики, полномочия коллективных органов недостаточны, Конституционный суд и Верховный суд надо возвращать хотя бы к их прежнему статусу. Значит, Конституцию мы бы очистили. Конституцию мы чистим, немножечко правим. Значит, мы делаем реформу уголовно-процессуального законодательства, уголовного и уголовно-процессуального, переписываем Уголовный кодекс. У нас в нем по-прежнему перекос советский в сторону, так сказать, избыточно суровых наказаний за расхищение социалистической собственности и слишком мягких за физическое насилие. И это все дело надо менять. И нам надо менять порядок следствия, делать суд состязательным, убирать власть следователя над подследственным, вот эту страшную избыточную власть, которую он сейчас имеет, и разорвать связку между обвинением и судом. То есть если бы хотя бы даже при тех силовых структурах, которые у нас есть сейчас, у них бы не было уверенности, что каждый их запрос об аресте, об обыске, о заключении в СИЗО будет обязательно удовлетворено судом, то уже мы бы у них зубки-то бы повырвали. Вот эту страшную связь, если разорвать, это очень улучшит, что называется, обстановку в стране. И от этих, так сказать, тираний правоохранителей общество несколько оградит. Далее надо переписывать избирательное законодательство. Оно попорчено невозможно как. Там шаловливые ручонки, конечно, постарались. Пассивное избирательное право возвращать, порядок избирательной кампании менять. Закон о партиях тоже переписывать, делать партийную регистрацию, собственно, партийную жизнь менее зависимой от Минюста. Значит, все эти идиотизмы последних лет, иностранные агенты, незажательные организации просто должны быть уничтожены. Как это уже 5-й и 6-й пункт пошел. А вы думаете, легко, так сказать... Страной руководить. Да, вот именно. Легко ли делать Россию счастливой? Ну, тут просто, понимаете, список, так сказать, ненужных законов, он есть. Такого рода базы ведутся, есть несколько, так сказать, институций, которые этим занимаются, так что не сомневайтесь, когда момент настанет, многое уже готово. На самом деле планы реформ написаны, и написаны они не какими-то подпольщиками, радикалами, а написаны они вполне окологосударственными институциями. Поверьте, там сидят люди, знающие свою работу и знающие свой предмет. Вот эти вот танцующие перед телекамерами, это не все госслужащие Российской Федерации. Я люблю госслужащих, как это, и знаю их, поэтому я могу об этом вполне с уверенностью говорить. Так что это все не бином Ньютона. Все эти планы судебной реформы, планы реформы правоохранительных органов, планы реформ законодательных, все они существуют, они исполнимы, они требуют революции, они требуют децимации, не надо будет никого там массово сажать в тюрьму и высылать за границу. Совершенно это опять же, не что-то сверхъестественное. Массовых изъятий собственности тоже не обязательно. Но то, что следующее чем надо будет заниматься, ежели предоставится такая возможность, это вот именно политической реформой и именно строительством политических структур. Короткие вопросы. Правда или безопасность? Опять эти рога дилеммы, опять ложные дихотомии. И то, и другое. Свобода или стабильность? Не бывает стабильности без свободы. Тут немножко попроще. Стабильность в условиях несвободы – это, как мы теперь уже видим на собственном опыте, это необходимость все больше и больше ресурсов вкладывать в поддержание текущего положения вещей, чтобы оставаться на месте, бежать вдвое быстрее и, так сказать, держать вдвое крепче и бить вдвое чаще. Вот что такое стабильность без свободы. Плохая вещь. Милосердие или справедливость? Так, ушли в какие-то опасные края. Справедливость включает в себя милосердие. Справедливость – одно из самых наших многозначных русских слов. Это такой наш зонтичный бренд. Каждый из нас понимает, что это, но в зависимости от ситуации это может обозначать и равенство, и исключение, и месть, и милосердие. И закон, и исключение из закона. Каждый из нас интуитивно чувствует, что такое справедливость в тот или иной момент. Так что это более широкое понятие, чем милосердие. Карьера или семья? И то, и другое можно без хлеба. Что ж такое-то? Никогда не позволяйте себе оставить перед ложными выборами. Нельзя. Нельзя, понимаете, чтобы что-то делать хорошо, нельзя делать это одно. Рехнешься. Нельзя посвятить себя одному делу. Ты будешь полоумным фанатиком, который не сможет сделать это хорошо. Посвящающие себя семье начинают ненавидеть эту семью. Посвящающие себя работе ненавидят работу, либо становятся такими начальниками, от которых разбегаются все сотрудники. Нельзя. Я понимаю, что всем уже навязли в зубах эти рассуждения о work-life balance, но будешь делать что-нибудь одно, будешь делать это плохо. Надо переключаться. Переключаемся. Ура. Спасибо. Спасибо. Все.